Он что-то и на локации не заметил разницы. Кто у нас с нами играет? О, ПК, ПС, ПК. Короче, двое консольщиков, включая меня, остальные все с клавиатурой. Осторожнее, страж. Защищай свой герб. Да, гербы. Так, трончики. Ух ты. Блин, отключены эти способности. Да, это без скиллов. Я не сказал. Я два наших спас. Но... Блин. Вы лидируете. Там кто-то... Ну как-то его... Дробовик. Прикольно, за убийство из дробовика дают патроны дробовика. Угу. Ого, я на первом месте, ничего себе. Необычно. Хэвики давай попробуем взять. Отлично. Вовремя ты бахнул по ним. Такие охотники, как ты, прокладывают путь всем нам. Они хэвик. Хэвики зарядили. Блин, просрал. Сзади еще один с луком бегает. Я что-то к этим дробовикам не приловчусь. Там справа кто-то стрелял. Сзади. Блин.
Тут же не важно, из какого дробовика брать. В любой дробовик ты можешь поставить эти модификаторы, блин. Чуть я стрелял по нему, кулаком мне неловко как-то все вышло. Осталось 5 минут. Так держать. Ну, то есть там, если дробовик, то просто дробовик, если модификатор, то вот эти модификаторы, что Ада дала, и то, что ты получишь, то можно только в дробовики ставить. И это пока только на эту неделю может быть доступно. Тут, короче, секрет успешности дробовика в его дальности стрельбы в ПВП. Угу. Блин, стоит из меня лука стреляет, а я за угла жду, когда там вылетит другой. По центру хэвики. Зарядили у нее уже. Два по цене одного. Все как один. Вот это по мне. Три минуты. Вы побеждаете. Так держать. Топором таким. Это вот этот топор, да? Угу. Типа бог. Легендарный. Ну, он один топор сейчас. Ну как, есть из постоянных. Есть как за навыки типа дают. И постоянно один. Как это за навыки дают? Ну, есть у Титана какой-то скилл у призматического, что там топоры спавнятся кругом. А, Блин. Что-то ты с первого на последнее упал. ага. Осталось всего 1 минута. Блин. Осталось 30 секунд. Они почти победили.
10 секунд. Ты повержен. Снова отправляйся в бой. Упорство — путь к победе. Слава приходит и проходит. Хочешь вернуть ее — возвращайся. Говорит, слава приходит и проходит. Да, то же самое мне сказал. А нафиг я с дробовиком? Он мне, по сути, сейчас не нужен. Может, прогресс только идти будет. Так. Смотри, у тебя по прогрессу заданий, по-моему, надо 4 раза ПВП слетать там, на первой неделе. А где это посмотреть? Портал, вот этот сезонный, и вот эти задания, которые сразу на первом Сезонный окошке. штаб. Ну, не в сезонных. Портал, мероприятие недели вооружений, вот эти задания, ежедневные испытания. Там должно быть. Мероприятие, ага. Что? У меня тут нет, у меня только в этом, ну, вот поручение, которое Ада дала. Вот он мне сейчас Ты в сезонный сделал. зашел. Ты в сезонный зашел, правильно смотрел? Еще раз. Портал открываешь, кнопка Открываю. мероприятие, неделя вооружений. И сразу ежедневные испытания. Вот в правой части. Да, вот я смотрел, у меня нет на ПВП нету? Да. Какие? Уничтожайте врагов из дробовиков, побеждая врагов в одиночных операциях, бегните быстрее, выполняйте добивающие попадания из дробовиков, и уничтожайте врагов из дробовиков, участвуя в операциях боевых. Участвуя в операциях для боя. Ну, хочешь, пойдем тогда что-нибудь другое поделаем? Давай один раз тогда этот еще слетаем. Давай. Мы туда летим сейчас? Да, я не менял ничего. Также продолжается подбор. Нам по-хорошему надо 2 раза эту миссию пройти. Сразу эти начальные свойства для топора тогда, чтобы улучшить тебе. И если, может быть, ты мне поможешь на эксперте час испытаний пройти, чтобы идеальную эпидемию. Давай. А, слушай, а тебе ж, наверное, нужно. Чтобы продвинуться по... Ты же на идеальную эпидемию... Нет, на идеальную эпидемию ты что делал? Я помню, что мы что-то не доделали тебе. Переключатели переключили, а на эксперте, наверное, не прошли. Или прошли на эксперте? Вот не помню. Ну, а текущие задания я тебе какие-нибудь висят по экзотическим, по этим, по часу испытаний? Сейчас открою. Так, а это же на Варлоке мы делали. Ну, по-моему, переносится на всех. Хотя... Ну, то есть, по крайней мере, стадия этого испытания переносится, если ты подойдешь к Аде снова. Так, а как она называется? Улучшенная эпидемия 3 у меня. Завершите экзотическое задание час испытания на уровне сложности эксперт. Не пройдено. Висит. Ну, вот и мне это надо. Этап 3 из 4. Ну, да. А у тебя таких 3 задания должно быть. А у меня еще, да, есть этап 3 из 4. Завершите экзотическое задание. Ну, на всех, скорее всего. Я помню, что мы прошли все. Переключатели переключили, а потом нужно на эксперте пройти. И еще там нужно... Что там нужно еще было? Потом нужно будет в обычном режиме можно будет дойти до хранилища и там пооткрывать.
Контроль. Давай, контроль, контроль. Отнимите гербы у врагов. Опять гербы. Я Победа сегодня будет днем ваша. бегал, в основном контроль был. Ух, как меня разнесли. Вот тебе и дробовик, блин. Вроде и стрельнул в него. Вроде и стрельнул, вроде и вплотную. Ну, промазал, похоже. Похоже, это дробовик надо с прицелом стрелять, прицеливаться. Не от бедра. Да, блин. Вот, что-то походу мы быстро сейчас это пройдем миссию. Ну да. Хорошо. Да, что это неуклюже как-то действуем? Такое чувство, что на том аккаунте я лучше как-то себя проявляю. Казалось бы, все то же самое. Тем более тут скиллы выключены. Фига их там вылезло. Вот как он стрельнул наугад, и прям в тот момент, когда я высунулся. Ого, их там толпа. Просто Ну, они кто-то за хэвиками там. борьба за хевики. Мертвый враг никого не убьет. Блин.
Ну, моего класса стрелок с дробовика был 2 раза стрельнул вплотную и мимо. Осталось 5 Я его минут. кулаком убил. Блин. Что я не переключился, не стрелял, пытался кулаком, а он отходил. Эх. Мертвый враг никого не убьет. Ух. Какой у меня модификатор-то в нем стоит хоть. Блин, мне следующий не... Подожди, мне другой сюда нужен же. Же подойдет гораздо лучше. 3 минуты. Он с дробаша так стреляет. Они почти победили. Поражение знакомо каждому. Не дай поражению тебя сломить. Продолжай биться, и однажды победа достанется тебе. Шакс предлагает мне снова сражаться. Да, и мне. Типа, однажды победа достанется тебе, говорит. Так, ну я выполнил это задание в ежедневных испытаниях одно. И у Ну, Ады. У Ады Одно выполнил? Аде. Угу. Озеро. Спасибо. Что-то лагает кнопка запустить неактивно. Зеленая, но не нажимается. О, У нажалась. меня тоже бывало.
А не встречал дробовики, которые на обычных патронах, чтобы не надо было зеленых? Нет, вообще не видел таких. По-моему, их нет. Слишком это читерно в PvP было бы. Есть первый слот, но на зеленых патронах. Да. Да. Говорит, принять. Нажимаешь, и ничего не происходит. Отмену нажимаешь, отменяет. Блин. Ну, хотя, наверное, здесь это тыкел, который не очень. Который именно этот раскладка. Инквизитор, видел дробовик? Вот у него дальность стрельбы 83. Ну, наверное, с прицелом. Я почему-то пытался, как, знаешь, как с вот этими револьверами, которые дробью стреляют вплотную. А ты с инквизитором с этим ходил? Да? Не-не-не, я с морским драконом. А нет, даже не с морским драконом, а с медой сейчас мол. У меня сейчас пока, в принципе, поручений нету. Это 8 часов обновятся. Что лучше взять? Искаженную энграмму недели вооружения или дробовик выбрать? Это что в этих энграммах? Хорошее? А ты можешь сведения нажать, и там тебе покажет. Там сведения, два вида меча. В общем, дробовик обычный и с этим переливающийся. Дракон, меч. еще какой-то боевой лук. Вот это типа Погружение. арбалет какой-то в хэвик. Третий слот. Новенькая, ниже как тут арбалетов. Ну а что-то он не падает. Он мне в PvP, по-моему, выпал. Я вот эту пушку получил по абонементу. Еще урон написан же у каждого дробовика раз. Блин, у меня... Почему пропало? Ты запустил сейчас, наверное, что-то, да? Нет, что? Что пропало? Да не, это не все нормально. Урон 70, урон 70, урон 70, урон 65, 65. Вот. Каз императора урон 80, но дальность, конечно, у него... Ну, давай инквизитора возьмем, попробуем. То есть стволом и на дальность можно вывернуть. Прикольно. У меня не дает с тобой запустить эту миссию. Типа у игроков нет доступа к этому заданию. Что там за поручение набрал? Гранатомет, меч, гранатомет, пистолет. Прикольно на этом аккаунте, на старом, пошел к Зуру, и мне прям просто из тех билетов, что изначально дают, выпадает вторая половина меч редкий. Да еще и крафтовый на этот резвый клинок. Из каких билетов? Не совсем понял. Вечность, где-то тут конем локация, сокровищница Зура. Что выпало еще раз? Меч, ну то есть там два меча падает. Падает полуправда, падает часто. Это второй меч, вторая половина войдовый. Вот он очень редкий. И он мне бы вот выпал сразу крафтовый, причем крафтовый там с первого билета. Ну то есть не надо 4 или 5 исключений делать. Погнали. А надо тебя лидером сделаю.
Назначить лидером. Интересно, ты сможешь запустить так? По идее, должен. Так. А кто запускать? Куда подать? Экзотические задания, но я думаю, за топором. Заодно там, в принципе, первое прохождение легкое. Так, это какие, сверхмощные, да? Сверхмощный, да. Первое прохождение легкий, ты можешь поделать там какие-то задания на оружие, еще что-то, то есть Ага, с дробовика попробовать стрелять. давай. Так, куда? Сверхмощный гелиостат. И тебя, скорее всего, там Гелиостат. должно быть доступно. У меня с тобой недоступно, так как ты первое прохождение не делал. Да, да. И Задатка. первое прохождение легкое будет. Делаем. Интересно, мне на этот аккаунт дадут? Наверное, нет. Слушай, а не знаешь, вот когда улучшаешь вот эти вот пушки, вот, допустим, что додала дробовик, я улучшил, и появляется еще один слот, и можно туда вставить какой-то два Силы кружка. дирижера Воспоминания из свирепствуют в гамбита темных одно землях. называется, Отправляйся туда, а чтобы и оценить ситуацию и воспламенение из принять меры. солнцестояния. Лоди, Чё наш такое? посланник из прошлого земли, Какое-то будет свойство, на это связи и вместе для со мной. визуальные эффекты, я вот Доступ сам не в чужие разобрался. земли уже давно Я на основном закрыт аккаунте из-за каких-то две пушки так находящейся там сделал, технологии и, силы, которая, по ну, словам короче, Это легенды, дополнительное украшение, да? ими не производит пользуюсь. адские Да, это типа наномашины. эффект стрельбы из этого оружия будет, Так скорее вот, всего. ей настал капут. Сива умерла вместе с военным разумом Распутина. Блин, Предупреждаю, никто не знает, какие Блин. опасности там ждут. Чего? так говорят, если эту миссию запустить с идеальной эпидемией, то там какой-то другой диалог. Я вот хотел, забыл про эту фигню. Интересно, Мгм. если сейчас одену. Ну нет, я даже не скрафчено этот аккаунт. На время экспедиции к тебе присоединится отряд псионов, сотрудничающих с силами города. Это эксперты различных областей, в том числе управление ртутью, нанитовой технологии из неамуны, которая может здесь пригодиться. Командование на тебе. Не подведи. Нанитовая технология из неамуна. Звучит ничего так. Тут учитывается лайт? Ну, вообще-то там должен был 10 сила быть, но что-то я с этого пистолета слабовато стрелял сейчас. Хотя бьют они слабо. Либо это пистолет ослаблен в этой миссии как-то. Либо его лайт 80 не понравился. Похоже, это задачка для наших товарищей псионов. Когда мне было 20 Тут механика тебе дает бафы, и ты через вот эти зоны красные пробежать нужно. Занятно, как Но они Вот не в убивают, но... шарике, да? Да. Они не убивают, но урон наносят. Но если долго будешь получать урон, вот этот типа радиация такая идет, Ага. то можно и умереть. Ну, тут... Так, погоди. Ионическая защита. Тут что-то Я- делать надо? Я просто проверить хочу, будет тут доступен этот... 4, 3, 2, 1. О, мне сейчас... Проходи дальше. Куда? В дырку? В Да. вентиляцию? Так, что-то я туплю. За каким-то сразу углом был. Тебя интересовала техника Сива. Да, где-то вот она в здесь. нерабочем состоянии. Да, нету. технология, которая вышла из-под контроля, отравила местность и уничтожила людей вокруг. Не думал, что столкнусь с такой угрозой второй раз в жизни. Радиолярное напитывание. Это что такое? Вот это Минотавра убил, Ага. и у тебя этот, ты фигню как баф наполняешь себя, и тогда сможешь проход открыть. А где проход открывать? А Ну, вот ещё этот какой-то. NPC синий должен подойти, А, и видишь, вот это загорелось, и тогда с этим напитыванием может он этот открыть. Нажимай кнопку, взаимодействовать или что-то такое, или помочь. угу.
Тут что, А. просто ждем? Нет, надо стрельнуть по вот этой фигне сверху синей. Вот здесь этот псион типа показывает, куда. Слушай, походу у тебя где-то должно быть поговорить. Вот где... стрельнуть сверху по синему. Музыка похожа на из Терминатора. Ну, что-то есть чуть-чуть, да. Где-то псион. Чего надо? Ну, псион этот. Радиолярное насыщение мы сделали, теперь нужно это пройти сюда. Так, я не сделал. Ну, я открыл. Ко мне иди сюда. Куда-то идти надо или добивать можно? Да все, уже добивай. Ну, первое прохождение на очень, они почти не дамажат. Мгм. Так. Тут кнопка нажимается, я не знаю, что она проход открывает где-то в таком терминале сбоку. Но не тот, значит, с другой стороны. И нужен будет коридор. Как нужный коридор опознать? Видишь, вот эти вот такие желтым Мгм. светятся. Мгм. Если ты к ним подойдешь, там откроется дверь, тебе будет током бить. А А вот нужный не коридор... светится. одна не светится, там ничего нету. Там будет Мгм. при повторном прохождении этот оракул для открытия. Мгм. А нужная дверь
имеет подсветку сверху еще. То есть на ненужных по бокам только светятся лампочки. А здесь, видишь, вот это вот, если она сверху еще мигает так специфически. Что нам сюда. Погоди, да, все равно не верну. Вот эта вот лампочка, вот эта вот. С другой пришел, все, понял. Там ее нет вообще, этой лампочки, да? Да, она не светится. Может, она есть, Ага. но она не горит. Да. Вот это. Ага, пошли. Так, тут... Ой. Наверх, Ой. наверх, да? Ну, там в какую-то наверх надо, которая будет этот, которая откроется. В общем, искать так, с такой лампочкой, да, типа? Угу. Ну, ты можешь попробовать подойти. Подойди к двери, которая убивает. Да, просто сразу отходи, вот нужная возле меня. Да иди уж. Да. С вот этой, да? Угу. О, Дальше пошел. а, Блин. Встанешь? да. Так, где-то встал. Куда сейчас это не понимаю. Ко мне иди. В мою сторону. Ага, вопрос как. А, все, теперь вижу. Ага. Блин, я перелетаю. Ты же можешь заранее нажать еще раз прыжок, и тогда ты из бревча воскрешал. Зачем ты встал? Это по привычке. Ну ты, наверное, оттуда допрыгнешь снизу. Ага. Ты же можешь нажать прыжок во время полета, и чтобы заранее прекратить полет, чтобы он не парил дальше. Да. Могу. С таким расстоянием. С таким расстоянием надо как по-другому. Слушай, ну я на Титане нормально тут пропрыгивал, там дальше тогда тебе Да. вообще квест будет. Там в полете надо будет стрелять по этим. В полете стрелять? В полете стрелять по этим оракулам. Ты можешь в один прыжок, можешь туда вниз прыгнуть. Вон туда. Потом сюда. Ну да, давай я так сделаю. О, мне так легче. Точно легче. Так, вот здесь налево, сюда вниз. Угу. Вызываем Псиона, говорим, помогай вот здесь. Так, ты куда-то делся. Не, я прыгнул сюда, уже пойдем назад. Вот дверь открыли. Сейчас там откроется вниз лифт, хотя, может, если я не угадаю... Да, я не угадал, выходим сюда. А не дверь закрылась. Открылась. Значит, она меняется, кнопка.
Я так и не понял, как определять нужно здесь. Два варианта нажатия. В общем, смотри, едет вниз штука, есть энергетические уровни. Ага. Чтобы открыть его, нужно сюда стрельнуть. Она через время этот самый. Та штука, которая едет, она сюда не приедет. Нам, то есть, надо будет в полете это делать. Следующая вон там, да. Но она не активируется, пока ты ближе к ней не станешь. То есть она... Ну, Да. Так. И там еще две таких будет. ага. Одна будет вон там по центру. Ты где? Третья вон там по центру. То есть вон она. И третья будет с левой стороны. Да, попробуем вместе, может как-то получится лучше. Так, погоди, да, оружие надо другое Смотри, взять, я надо взять какой-нибудь попробую с медой. автомат, что ли. Меда, в смысле, пистолет-пулемет. Он лучше будет, да? Ну, мне привычнее. Может быть, третья итерация, она этими очередями стреляет. Меду взял, тоже пистолет-пулемет. Ой, не третья итерация, а это Ретроград. Зря ты без меня. Пошел, ладно, попробую. Так, ага. Ого. Я понял, Блин. там слева. Я пролетел, ну, в смысле. Ага. А тут одному вообще можно прилететь нормально, да? Я пролетал. Помучился первые разы. Ну, в А целом, мятный ретроград быстро разоснется, да? он, ну, тебе не надо в область, он же там у него тут область взрыва, но на него патронов. Если он переключился, нету патронов теперь на него. Страж убит. Интересно, если умру, прыгнет, не перебросит туда-назад наверх. Страж убит. Так, интересно, с револьвером как будет. Плохо. Пробовал, да? Ну, я просто представляю. Не, я снизу распавнюсь. Ну, с первого раза можно попасть. Ну как ты с первого раза попадешь? Нет, не с первого. Да, тут... Пистолет-пулемет есть у тебя? Да. Угу. С него попробуем. Слушай, я могу нижний попробовать тебе открыть. Если ты первый ты откроешь, по-моему, простреливаю туда. А ты прыгаешь? Смотри, ты перед... скользишь как? Я просто лучше скользить. Смотри, становись вправо, чтобы тебе сразу под ноги стрелять. На второй. О, смотри, если... Стреляешь, ты можно еще зацепиться и подпрыгнуть. За какое-то время замедлить себя. Ну, тебе желательно это на втором, на третьем делать. Просто скользишь, и ты можешь еще подпрыгнуть потом впоследствии. Патроны кончились. Я открыл, приземляйся. О, ура! Фу. Я этот самый объясняю и смотрю, ты нормально летишь, думаю, надо стрелять. И вовремя, Очень, короче. очень вовремя, да. Так, у меня здесь, возможно, вопрос, точнее, догадка, потому что там не всегда с первого раза срабатывает. Значит, у нас двойная штука, типа крест боком и направо стрелочка. Пойдем дальше. Есть что-нибудь дальнобойное? Ну, сейчас... Не, если... Передвижение. Дальше. Нам туда наверх, на самом деле? Не, нам вниз.
Я просто долго стрелять, думаю, буду бой. Эй! Блин, что, у меня прыжков не было? На внутрь, в общем. В общем, смотри, 3 комнаты. 1, 2 и он 3. Погоди, что один, два, Вот три? рисунок, типа 1 какой-то ромбик, а там 2 и 2 3. ромбика, 3 ромбика, так. В общем, здесь вызываем псиона, и кому-то одному, можно двоим, давай я пойду. Надо посмотреть, что на вот этой стене. Налево, направо и квадрат. И какой из этих символов совпадает, нужно там стрельнуть. Похоже, квадрат, да, квадрат. Но почему-то первый иногда не срабатывает. Придется его тогда напоследок отложить в эту комнату. Так я не понял механику. Почему так? А я сразу эти не заметил вентиляционные люки. Я вообще в обход ходил и сверху через это здание, короче, тупил. А налево-направо квадрат везде нарисовано так. А во второй комнате что делать? То же самое? Погоди. Ты пошел в другую сторону или что? Я никуда не пошел, я жду тебя тут. Вот что-то не сработало. Снова в первой комнате опять не работает. Посмотри еще раз, вот напротив этой стены какие символы нарисованы. В центре слева налево. В центре вверху направо. И справа внизу Квадрат. Квадрат. Ну здесь нет, тут в общем один квадрат совпадает. Напоследок эту А комнату. может начинать с другой комнаты надо? Может быть, но почему-то здесь номер 1. То есть, может быть, это влияло там перед лифтом были 3 символа на мониторах. Может, это их порядок там указан был. Нужный. А ты можешь стрелять только во все, тут просто есть в разных комнатах разные эти. Да и ты можешь с каждым поговорить, но срабатывает только один. И в первой комнате, если совпадающий не сработал, то значит нужно с другой комнаты идти. В общем, сюда вызываем псионом. Я здесь это вентиляция. А как ты в обход, говоришь, ходил? Ну, выходил наружу и через крышу туда прыгал в центр. Блин, я символы не глянул, какие там на двери. Ты тоже не глянул? Нет. Ну, стой тогда там. Давай. Значит, у тебя ромб вниз и направо. Ну да. По очереди стрелять? Не стреляй, с ними надо будет поговорить, я сейчас скажу с каким. Если не угадаем, то зареспаунится 2 моба, значит, третью комнату надо будет. Направо. Напротив направо. Ну там не вплотную, чуть-чуть как-то по отдалению появляется, типа активировать. Кнопка у тебя будет действие. Повернись к нему, присмотри на стрелку направо и назад. Да, запустить программу взлома. Вот что такое? Код. Ну, здесь направо только совпадающее. Остальные не подходят. Фигня какая-то. В общем, туда возвращайся, я на 3 пошел пока что. Значит, нужный порядок здесь еще на том мониторе, скорее всего, был. Налево, направо и квадрат, да? Налево, направо и квадрат. То есть только налево. Фрагмент принят. Теперь идем в первую. Ну или ты иди в первую.
А почему в первую? Может, во вторую как раз? Может быть, Если во вторую, налево, я потом не направо. знаю. Вот сейчас как раз направо во второй есть. Пойду во вторую. Ну, Может, по очереди так надо нажимать или нет? я всегда первую, потом вторую. Может быть, я не знаю порядок какой. Может быть, вернуться к лифту, посмотреть, убедиться. Ну, давай попробуем, я не знаю. Я уже пошел. Давай попробуем. Давай пробуй. У тебя должна быть... Направо. А здесь надо шпиона вызвать, чтобы кнопка заработала. А, Сейчас вызвал. Пробуй. Лёш, раз 1 минуту. пробуй кнопку нажать. Что ты? Ну, она не нажимается. Должна. Встань, не ползай. Подойди, посмотри на кнопку и отходи задом от нее. Есть. Вот, принят. И, значит, третья. А подожди, Вот третья я. перед этим была типа первая, да, у нас? Теперь первая, да. Лево, право, квадрат. Квадрат теперь был. По-моему, да. Где здесь вентиляция? По полу было. Так, а тут нужно вызвать Псиона помощника, да? Да, я не вызвал, нажимай, да, нажимай. Подошел, он что-то не активируется. Подходит. Вот только что подошел. Поддержать. Угу. Сейчас там оба у тебя зареспаунятся, убивай их. Он вместо помощника в моба превратился. Не, он помощник остается, он даже стреляет. Я его убил. Жаль. Показался Это- мне агрессивным. Жаль этого добряка. Так, теперь нам нужно активировать сейчас сундук. Никто не сможет мне помешать. Спутник взмоет ввысь и разнесет Лёш, мои сундук. регионы по этой истощенной системе. Эхо приказа оказалось бесполезным. Ну и что? Довольно. У меня есть инструменты получше. И Кора Рей. Можем тебе осталось вместе лишь проходить два в варианта. две стороны. Мой золотой Можем век этот или ничто. в разные стороны пройти, чтобы ускорить процесс. А, типа, куда мне отправляться? Если ты в другую сторону хочешь, тогда на противоположный выход ищи от этого, ну либо на улицу выйди, ищи такой лифт, еще один будет. И там нужно будет там джампл пазл, типа пропрыгать. Блин, псион. Все, что надо было. Лифт нашел. Там визуально сразу понятно, куда прыгать, да? Ну, там не особо заморочено, да, прыжки. Ну, по-моему, посложнее маршрут у меня сейчас тут.
Так. Я, если что, сейчас пройду Призвать и... псиона подавителя радиации, да? Да, если, да, чтобы у тебя меньше урон этот. Это не получать этот урон от красных пятен этих. Так, не прыгать висящие вот эти шарики, да, какие-то? Ну там не шарики, там платформы должны быть. Ну да, поднимешь шарики, типа капец. Ну, шарики красные, это типа этот, радиация, если ты про красную. Так. Платформа, раз. Платформа, два. Так, я первую активировал, сейчас к тебе перемещусь. Платформа 3. А что активировать-то? Там будет коридор такой. И там кнопочку будет нажать. Коридор. Я вот не понимаю, куда мне идти. Я на самый верх залез. Вот. Видишь, где я? Тебе надо на платформу дальше туда продвигаться. Что-то я не пойму. Я сюда прыгнул, а дальше куда? А вот Вот синий? я и- Не, я что-то Чтоб ко мне попасть, я вот сюда Да. запрыгнул. Ну я недостаточно этим хантером поднимаюсь, чтобы туда запрыгнуть. Подъем по высоте не хватает. Что-то я просто в другом порядке проходил обычно. А, тут направо будет точно. Вот там пониже. Вот тут есть платформа еще пониже. Вот теперь как бы я вниз прыгаю, да? А, или ты сюда и прыгаешь ко мне. О, интересно. Ай, А теперь куда? я думаю, вот сюда. А, это я просто не туда запрыгнул. Блин, а моб разнесенный мы не в мою сторону, где я был, пропрыгали, что-то похожее. Не, я его убил. А, ты его убил? Еще надо. У тебя, да, варианты либо возвращаться, либо сюда уже лететь. Ты так прыгал, можно было подумать, что ты сюда бы долетел, в принципе. Активировали эту штуку и заходим сюда. Да. И видишь, два огонька зеленым горит, типа два этих активировано. Теперь нам сюда вот, типа лифт наверх будет такой гравитационный. Угу. Готовься к сражению и будь начеку. На этот раз в сигнатуре есть что-то знакомое. Я готов. Здесь также убиваешь Минотавра, появляется эта лужа с наполнением радиолярным. Ага. Набираешь полоску, потом нужно будет следить за этим псионом союзническим, куда он побежал, и там туда бежать, открывать дверь. Ну, или проход. Вот я открываю.
Мобов забить, не убивать? Ну, можешь убивать, но они там, по-моему, исполнятся. Ну, там босс скоро будет, финально. Так, а что, нам куда-то идти или здесь мы должны же подождать, Ну, пока все накроет? Там же вот открыл проход, ну я открыл, зашел внутрь, сейчас убиваем мобов, и теперь нужно сюда кнопку нажать. Вот здесь вот. Запустить программу партнер. И сейчас должен вылезти босс. То есть помимо мобов еще и босс будет. По нему можно додамажить? Да, можно дамажить сразу. Короче, тут будет момент сейчас, вот он. Когда он неуязвимым станет, нужно будет виверну убить. Пока ее не Виверну? убьешь, виверна появится. Пока ее не убьешь, короче, будут эти волны радиации еще появляться. Еще 10. Гоблины, да, противные сверху. Где-то виверна. О, вижу виверну. Убил ее. Ну да, сейчас очень легко. Выброс радиации. Теперь надо к этим псион. Блин, я умер. Там этот псион в шарике, он раздает защиту от этой радиации от красной, получая, если что. Синим помечено, где он находится. Ну, в принципе, можно дамажить босса. Вот так. Если тебя не особо по хп проседаешь. Виверна? Да, убил я. Короче, виверну убиваем и снова должен... Да. Ну еще ты можешь у своих этих союзников, псионов, получить эту защиту от радиации, от красной волн. Где он есть? А вот он. А это не босс, погоди. Ты выбрала ничто. Мертвый мир. Пустое будущее, лишенное смысла. Будущее, которое ты не вправе изменять. Но изменю, когда моя воля свершится. Гранатомет, дробовик. Я тупил первый раз на прохождении. Вот здесь нужно в этой белой зоне призвать этих псионов. Призывай. И потом по спутнику вон туда стреляем туда. Ну все, я пострелял. И теперь тут нужно типа забрать. Ну, подходи, забирай ты.
Из другой Кнопка временной должна линии. появиться. Потянуться сквозь время? надо? Да, 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 да. О, топор. А мне не дали, а мне не дали. Редиски. Придется крафтить. Лук 200. Не говори. На башню слетаем, и я буду отключаться уже. Вот я думал, ты прям надолго сегодня еще. Не, сегодня. Сейчас надо домой возвращаться уже. Ну вот. Может, еще раз пройдем, чтобы на топор разблокировать свойства. Ну, это теперь в следующий раз. На сегодня. Все. Окей. Доступно для покупки. Предложение в магазине Баншин ограничено по времени. Вы победили сильнейших врагов и прошли самые трудные испытания. Ваше упорство и самоотверженность. Причем они его таким легким замечены. сделали, что, ну, то есть, Типа единственное, что... толстовку можно купить такую. Да, у них мерч такой реально продается Да. на сайте. Ну, конечно, нам они не продадут. Да, понятно, что если извините, скажут. Не, они не Наверное, скажут, можно извините. Они тебя забанят еще, если попробуешь. Забанят, да. Можно, наверное, в Турции будет купить, кому-то заказать, да? В принципе, может быть. Так, ну ты лидишь. Запускай куда там тебя. Я лидер, да? Ну, ты запускал миссию, да. Точно, сейчас. Провожу поиск. Поиск. Желаю удачи. О, топорик. Страж. Позволяет получить часть образа этого оружия. Да, напротив, не повреждает оружие, но может быть. Помни, за что мы Что сражаемся. блокировано. А это, Я знаю, что получается, какое-то прям вообще новое оружие, да? Его не было раньше. Да. Can't put a price on priceless, but I managed. Еще дали 2 гранатомета для прохождения.
О, шмотку могу получить, забыл. Если бы в городе были кланы, когда я была ребенком, может, я бы осталась. Так, ну... Полечу, я слетаю на этот. Ты ж все уже не пойдешь никуда больше. Все. Я тогда на этот... Как это? Реликвия. Где крафтят. Слетаю, скрафчу топор. Ну, блин, надо было его до прохождения с тобой. Там можно было этот... Планшета не было, но можно было этот получить. Ну, хотя все равно потом тебе показывать. Так, а ты от меня отсоединился сейчас? Да, да. На стрельбище слетаюсь, сдам это задание ради. Угу. Или оно прям так закрывается? Нет, там некоторые надо прям нести. Да, вернитесь к 1 на стрельбище. Так, ага, что ты дала мне? Она модификаторов, скорее всего, тебе дала, других еще. Отлично. Слушай, а напомни, гармонизатор глубинного зрения зачем нужен? Есть некоторые вещи, которых можно извлечь образ. Есть вещи, которые ты сразу извлекаешь, вот как сейчас топора образ. Бывает, он не целиком, а часть извлекается. А бывает, что ты можешь извлечь только с помощью такого гармонизатора. То есть, например, у Ада сейчас продается неплохой дробовик и кел, но с плохими этими, плохими набором. Но если ты 5 штук у нее возьмешь, таких этих, с каждого извлечешь с помощью гармонизатора образ, то сможешь крафтить его потом у этого. То есть 5 штук гармонизаторов надо? 5 гармонизаторов, 5 дробовиков, если да, правильно понимаю. Довольно дорогая штука. Она еще бывает узор, но и с рейдов падает. С квестом на рейде делается. У меня есть один этот гармонизатор. Разблокировать. По нему непонятно пока. Так, ну все, я отключаюсь. До связи. Ты за игру. Завтра. Да? Давай, спасибо. Думаю, буду после обеда, наверное, завтра. Ну, я не знаю, я, скорее всего, на прогулке буду. Ну, где-то, может, часа в 3 буду дома. Ну, посмотрим. Ну, да. Пишемся тогда. Да, пиши, если что. Да, давай. Пока, до связи.
О, слушай, погоди секунду. А ты можешь сейчас зайти в этот в комп? Да, сейчас, минуту. Давай я тебе покажу вот сразу. Так, что ж делать? Что же делать? Что там? 5 минут до 8 до заданий.
Так, последнее желание это рейд, да, у нас? Что там у Джона есть что-нибудь интересное? Sony, that same jaded community. Yeah, they're a little jaded right now. You're damn right. The game is not where they wanted to be. But the fact that players are just choosing, who the fuck just decides to buy an expansion just to bitch about it? No, I think everyone wants to play the game and have a good time playing the game. Paul hasn't made a video on it. The only thing left now is for Bungie to do everything in their power to shift their approach to content, take risk, and reward players for their time. So essentially, your option here, Jake, is do the same goddamn thing we've been doing. Hold on. This is what the same thing is doing for us. This is what the same thing is doing for us. Let's see if it works out. I love Glad's reply to this. Nah, fuck all that. Just make D3. We will wait. Look, I get it. Making video games is difficult. All right. So is a lot of other shit. And let me just say this. I know I got some game developers in here right now. I have seen so many posts over the past, like, I would say year, talking about just how difficult it is to make a video game. But for every game developer out there that's trying to tell the world how difficult their job is, there's another game developer right around the corner who's working their ass off. Okay? Who's got their head down and they cooking. You've seen it from game developers like the one who recently just made Mega Bonk and sold over 1 million copies, and he was a solo dev. You've also seen this from developers that made Expedition 33. Look, I completely understand that any art form is difficult. Hell, being seen, being heard, especially with competition out there, it's difficult. Of course it is. But at the end of the day, the only thing players care about is whether or not your game is fun to play. That's it. As with anything else in life, you go and watch a movie, you don't walk away from that movie going, it was a pretty bad movie, but it was, you know, their budget wasn't that high. You know what I'm coming from? No, it's very binary. It's very, very black or white there. Was it a good movie? Yes or no? And the whole concept of things being too difficult, how is that supposed to help your product? Or how is that supposed to help whatever service you offer? You think my CPA calls me on tax day and I pick up the phone, he goes, Cross, being a CPA is difficult. Okay, Kevin, what the and?
Are you filing my taxes or not? What am I supposed to do with this information? Look, you can apply this to so many different other jobs too. If I go to a damn doctor, I got to get an operation done. You know what I mean? And they suddenly stop in the middle explaining the operation to me and go, being a surgeon is difficult. I'm going to look at him and be like, I don't know if I want you to cut me open. If you're having this come to Jesus moment right now, you know what I mean? I don't want you to be in the middle of cutting me fucking open and suddenly be like, this shit's hard. I don't know if I can do this. Yes, game development is difficult. Okay. As someone who has seen it firsthand, not just from Destiny, but from other games that we have been a part of and their launches, it is. I know it is. But that's just entertainment as a whole. You know, people want to be wowed. And there is the lowest of lows and the highest of highs. There are games that ball the fuck out. To steer this back to what we're talking about, though, in regards to Destiny, I'm not seeing a solution at all with what Jake is offering here, other than Bungie should just do what they're doing right now. Innovate within Destiny 2. And in my opinion, I think so many people have left, not just because they're jaded, but because they experienced the final shape and that was their send-off. Optics are important. There's a reason why sequels occur. There's a reason why Borderlands put out another game. But why is it that we're giving Bungie an out on this? Why is it that when you look at a sequel for another game, whether it was Borderlands, or even if you go back to what Bungie used to do way back in the day with Halos, why is it that we look at those sequels and we expect that next product to truly wow us? But when it comes to Bungie now, we go, man, they can't do it. It's not possible. As a community, we're not supposed to make excuses for why you can or can't deliver. You either can or you can't. And your game is either good or it's not. And gamers will go to where the good games are. It ain't nothing personal. It doesn't mean that we don't think your job is hard. It's just the reality of it. We're scoring. I mean, think like a Saints fan, Cross. You probably feel similar. Who dat, baby? I'm still a Saints fan, even though they got royally fucked. Anyways, just my thoughts, man. We, the jaded community. Ain't many of us. I'm gonna be honest, dude. Our jaded asses, we the only ones here. I'm just saying. Even when things were better, there was still whining and complaining in the community. Yeah. Yes, you were right. There was still whining and complaining in the community. But this number right here was a little over 300,000 concurrent on Steam, which means lots more money. Now you just got a very jaded, whiny, complaining community with no money. That makes it way worse. Nothing like being yelled at and then being broke at the same time. What's the console count? I mean, console count.
supposed to be a little bit better. Anyways, but the point is, if you are expecting Destiny 2, look, I will bet my fucking account on this. I will bet my vault. In order to retake previous highs, when I say highs, the previous Lightfall / Final Shape highs, you're not going to be able to do it under Destiny 2. Just my opinion, guys. Just my opinion. Again, I'm a content creator. I don't know what the fuck I'm talking about. All right? But I don't think it's going to happen under Destiny 2's umbrella. All right. Let's play video games. Why do we need those highs? Well, I guess you don't. But Bungie definitely does. Bungie definitely does. Let me just say this. Go to your job right now. Pick up your paycheck. Tomorrow's going to be Friday. Pick up your paycheck on Friday. And then just look at that check and go, what if this was just a third of what it was? Or what it is? Let me just cut that down to 1/3. That's the world that Bungie is living in. And you tell me if it matters or not to you. No, yeah, I'll take a look at it. It doesn't matter to you? Okay. Who gets paid on Friday? I don't know. People don't get paid on Friday? What the fuck? Oh, Friday payday. What the fuck y'all talking about? I get my money on Wednesday. Good for you, Architect. Good for you. All right, that's it, man. Look. I get it. Neither one of my solutions is easy. So let me go ahead and re-clarify the 3 solutions in my eyes. Solution 1, Destiny Classic. I don't know. I'm a bit biased on it, but that's the RuneScape talking to me. You don't have to go that route if you don't want to. Destiny 3. Now that's if done right, and it has to be done right, or you're gonna kill everything. Destiny 3 though, both of these options are years out, especially a D3. Or do what the fuck we're doing now. We'll see how that goes. We'll see how it goes. I got a leopard print skin here though, so I guess I'm doing pretty good. Who knows? So you just want to regrind the same shit? See, that's what's wrong with you guys. You've been beaten down and abused for too many years that you don't even anticipate that a sequel would bring you new shit. You understand that? You've been beaten down this long that you already accept it's just gonna be all the old shit. You know where I'm coming from? God damn, we need therapy. You know that? We need that therapist like soon. Okay. It's like having a spouse and being like, well, a month out of the year she's gonna fuck around, but the other 11 months she's great, and I shouldn't expect her to be good and true to me year round. You know what I mean? DJ with that 50 gifted subs. Хера он орет.
Главное, DJ, thank зачем? you so much to the 50, man. Chat, please drop some love and some eggplants right now. We have an emote that shows eggplants raining. Oh yeah. Oh yeah. Your solutions are ass. The community can't even handle a week with no new content. Imagine 3, 4, 5, 6 years waiting for a D3. Yeah. You know? Yeah. I'd rather something come out and be perfect. I'd rather wait a decade for that shit than having to trudge through the mud and watch something that I love die a slow, painful death. You want Marathon to hold you over until D3? Yeah, we tried to beam and changes yesterday. Где это задание? Perfect. When has their new game launches ever been good? Halo. Halo 2. Halo 3. Halo Reach. Destiny 2 shit the bed. But even Destiny 1's launch, they got their feet underneath. Look. That's what blows my mind right now, guys. Destiny community. We seem to just assume, or we seem to just go ahead and give Bungie the out. Like, oh no, don't. We shouldn't hold Bungie to this higher standard of delivering a good product out the gate and potentially bringing us a sequel. See how well that worked out. DJ with a 50 gifted sub. Опять орет. Какой-то диджей что-то ему там подписки подарил. For my people saying what's gonna happen to the community, having to wait all those years. Well, most of them have already quit anyways. Okay. And secondly, I'm sure there would be a lot of anticipation. You know, the best time to have started making a D3 was 3-4 years ago. The second best time to start making it is fucking now. DJ, thank you so much for 50 gifted stuff. Please drop some eggplants for this man. D3's not happening. Oh, it probably won't happen. It probably won't, fellas. I'm saying on this stuff, knowing that the likelihood of a D3 or a Destiny Classic will probably never happen. Okay. We're probably still we're gonna go through this entire process. We're gonna look at Renegades. We're gonna play Star Wars Destiny hybrid. You're gonna get a lightsaber. We're gonna get into next year's DLC, which will be probably similar to Edge of Fate. The narrative will probably be good, but I'm just saying, don't be surprised if we continue to make, you know, year over year lower lows. That's all I'm saying. Don't be surprised. And we go this entire process over the next few years. We'll see what shakes out. When is Shiva jaded? Dude, no one here is being jaded, brother. Look at the fucking numbers. Look at the numbers right now.
Dude, if I would have saw these numbers, back during Witch Queen or Light, I would have fucking threw up. You hear me? I would have fucking just vomited on the spot. How, when you say we're jaded, people are not jaded. They're not here. They're no longer here. What the fuck you mean jaded? They're gone. They playing other shit. Ask yourself, even all the people that used to even make videos on Destiny, they're not here. They out, they gone, man. So guess what? Everyone that says that this is such a jaded community, you'll get down to the final 1,000. And the 1,000 or however many of you are going to be so positive. And I hope you guys have enough to pay the bills. Moving the fuck on. Must be filming another rage bait video for clicks. Man, dude. Man. I tell you what, I wish it was just rage bait, guys. I wish I was full of shit right now. I do, man. I wish it was not as bad as what I'm saying. I miss the days of doom posting when it was just doom posting. And now it's just sad. Now, even though I do still find this game to be fun to play, when we actually have some content, disregard the exotic mission being ass, it ain't even doom posting. It's just another day in Destiny and another low. Am I playing Battlefield? Probably so. Then they kill Concord positivity people that only think negativity is doom posting. Yeah, man, dude. Well, there was a lot of things that killed Concord. There's a lot of things that killed Concord. But there is just very simple. Either the game fucks or it doesn't. You know what I mean? And sometimes there's examples of games fucking and it's still not received well. You know what I mean? And those suck. Those hurt, man. Those hurt. Some games are a bit too niche. So, I think one of my favorite games this year was Wildgate. I really liked Wildgate. I thought what they did was unique and extraordinary, but it's a bit too niche because it does require you to play with an entire crew, you know? And so it's at a dwindling player base. And then you have games like Mega Bonk, which seemingly comes out of nowhere and pops off. And is made by one guy. I love the finals, but not many play. I like the finals too. But keep in mind, when we compare numbers of where, like if you were comparing Destiny's numbers to these other games, Destiny has way more overhead. Way more overhead. Especially when it compares, like right now, Destiny and like the finals are kind of similar in player counts. Destiny has way more overhead than the finals or Embark Studio. This Salvatore alone costs a shit ton. Well, he is coming back for Renegades. By the way, we should have a TWAB rolling out in the next 40 minutes, guys. I did Canadian. I saw that. Absolutely, Camacho. Yeah, Posh. I don't know, man. You know, again, they didn't have that many resources. You know, I don't like it either, but it is what it is. Little baby Gator with a tier 3. Thank you so much.
Cross, I need your help. No time to explain. This is a life-changing decision, but I need you to choose one option: red, blue, or green. Okay, green. Try Hunter Golden Gun yet? No. Bring DMG onto the podcast. I'm gonna be honest, man. I don't think anyone from Bungie wants to come onto our podcast, and I don't blame them. You know what I mean? You know, I think if it was Final Shape or any other time, we would probably have a good time and have some nice softball, you know, questions to throw out, and then there would be like the future optimism. But DMG or anyone else that would come onto the podcast, I think we would ask just too difficult. It would be too many questions that they probably could not answer. You know, because we would ask things like, hey, how much are old consoles holding us back? Really? How much of your studios devoted to Marathon at this moment? Like, if you have to give me a percentage. Why was the exotic mission this past week so lacking? What is the bar for exotic missions? If you look at exotic missions across the board, what is the standard that you guys are trying to hit? I don't know. If a developer would love, you know, from Bungie that wants to come on, you know, we could do it offline. But I mean, I feel like those are just all difficult stuff. That's shit questions. Pod, give me a question I should ask them. You with your Marathon icon next to your name. I mean, it better not be something about Marathon. My give a shit about Marathon will begin March 2026. Where's my dad? Oh my God, dude. No, you know, I don't know. when I fucking love it. When you coming in the stream on regular occasion, talking that shit. And I tell you what, when to you, I say. Tell me about this ad right now. Tell me what you see over the next 60 seconds. I would love to know. Yes. Ah, yes. When we'll see you in a little bit. Cool with Fletcher Storm Time when the melee refund modifier is fucking. Was there a change with it? Ad where? If you're a subscriber in this stream, you don't get ads. Of course. That's how it works. Go Horns with the sub Sandman. Thank you so much for the tier 3. Stasis Titan going dummy with tiny buffs. How can spam and super and doing numbers. And Wolfpack Sword is working with both artifacts and hazardous propulsion. Wait, what? What are you saying, Wolfpack Sword? Oh. Build battles. Let's open it up, guys. I want to see some good builds submitted today. All that shit y'all submitted yesterday, ass. Terrible. Please, for the love of God. When you submit a build, matter of fact, I'm going to take this a step further. When you submit a build, I want you to join me real quick. You and I are going to go inside of Onslaught right here at -30. And I want to see you use it. Okay? Multiple people we invited yesterday who submitted their builds who couldn't even make it past wave 2. All right? Master, no. Don't refund anyone yet. What's happening, brother? What's happening? My build cooks when I'm at work. All good.
Y'all just have to send a dim link. Send a dim link. Lance has submitted build number 1. Look, if you have a YouTube video of your build, that'd be fine too. If you got a YouTube video of your build fucking, that'd be fine. Look, man, and let me just circle back to this conversation. If Renegades actually changes the tide, I would do this right now. If Renegades and the new Gambits actually changed the course of Destiny's life, and we back. I mean, really back. I will give you 2 pages of this vault. All right? 2 pages of this vault. We will roll for it. We will raffle it. But I will give you not just 1 page, 2 pages of this vault. I'm not doing 3 pages. What the fuck is wrong with y'all? No. What the hell? I'm not. You get 2 pages, you greedy fucks. What do you mean only 2? That's 2 pages of potentially tier 5s. What's wrong with y'all? 1 page is painful enough. This dude also said we get a therapist. Well, we did get a therapist. Yeah. But I don't know, man. I'm kind of scared to bring her on. Liv started doing the podcast with us, and then y'all started sending some weird messages, man. I mean, really weird messages. We'll probably still do the therapist. Hell yeah, y'all started sending weird shit. I couldn't believe it. One dude we don't ever really permanently ban around him. One dude we had to permanently ban. Because he straight up was like, I'm gonna rape you. I'm gonna find you and rape you. What the fuck is wrong with people? I had to submit that shit to Twitch and everything, dude. I would love to bring it's a nice therapist. She's actually one of the mod's wives, and we'd love to bring her on. Obviously we can't control everything for today, but keep shit chill, man. Liv's handled it on her end. Yeah, we submitted it all, and handled it on her side. Obviously you can't. You can't. It's just, This is exactly why I leave my DMs locked. I just don't keep my DMs open. No. What does we being back mean in terms of Steam ranking? All right, I'll give it to you like this. Let me lay it out here so that you guys got it going into Renegades. If Renegades breaks 150,000 concurrent players on Steam, I will delete 2 pages. And hold up, I'll even go a step further, everyone. For every 50,000 past 150,000, I will delete an extra page. All right? 200,000, 3 pages. 254, 305, and so on and so forth. I will. Look. You have an opportunity to delete my entire vault. And God, look, it ain't ever gonna happen. If we break 1 million in Renegades, I will delete my entire account. I will delete my entire account, and I will go back to console. I will go back to console. I will leave my Star Force PC and go back to PlayStation World.
It ain't never gonna happen. PS4, not PS5. What the fuck? Why would you make me go back to PS4? No, I'm not playing that WWE yet. The chance of this happening is just not gonna fucking happen. Yes, sure, I'll go back to PS4. I will go back to PlayStation 4 and play Destiny. The next day one raid that rolls around, if we break 1 million concurrent players on Steam, I will be raiding with my squad on a PlayStation 4. No, it ain't gonna fucking happen, dude. Y'all out of y'all's mind, man. The copium in this drink. Doomer Cross is back again. Oh, man. Oh, I miss it, dude. I miss it. I miss the days of farming bad news when it really wasn't that bad. And now it's just bad. I tell you what, this game is back when Sir Demetrius comes back. I'm just saying. I haven't seen Sir D, which feels like years now. He left us. Патроны, патроны, где патроны? Нету патронов. That dude's never coming back. So is a lot of people, man. Y'all remember people making content on this game? And I'm not even talking about like the squad from way back when, like the more, you know, more console, Incooch and all that. I'm talking about even people that have quit over the past few years. You know what I'm saying? MP edits, dude. I used to, oh my God, dude. Every time that man would cook shit, I would fuck the SpongeBob memes. I would live for that shit. The Sir D edits as well. We even had Zanny in here as well. Jez, I don't know. Does Jez still play? Does he ever do any Destiny stuff? Marco Style even got into this game. Mylan. Yeah, Crafty. Jez got out. Yeah, man. And look, obviously, I'm not saying that like content creators are only important people. It's just, you know, indicative of more and more people that have left the game over the years. You know what I'm saying? C-Day? Dude, C-Day hasn't made, I don't know when the last time he made a YouTube video. That man absolutely blew up on Fortnite. I gotta give it to C-Day. He blew up on Fortnite. I don't know what happened to him. Taking a break. That's understandable. Moist Critical used to be a day one raider. Yeah. Look. Destiny has never been perfect, but it's gotten close a few times. And yes, you're always going to have a portion of the community that finds anything to bitch about. I bring less up. Less always, every time, even in the middle of Forsaken, less. I remember less one time in the middle of Forsaken, he was like, we've got too many exotics. Too many exotics that just dropped. Like, Les, what the fuck you complaining about that for? But the thing is, even then, let's be buying the game. Let's be buying expansions. Let's be going to the Eververse store. The point I'm trying to make is that even the folks that are negative, they paying players too. Let's, I don't know. I can't say quote what you said, but you know, it's a long time ago. What I don't understand is episode Heresy was so good. How did we get here? Guys,
It is. There's not enough people working on Destiny. When you have a skeleton crew, the cracks are going to show. A lot of the episodes, you know, those things were built up way in advance. But when you got a skeleton crew, which is what's happening right now, it's tough, man. And like everybody's saying, like, you know, Destiny Classic or Destiny 3 is impossible. You're damn right. It is impossible with this size crew. But if I had to go to Sony and pitch them on the future of Destiny, which one would they be more inclined to go for? Destiny 2 and keep doing what we're trying to do right now? Or a sequel? My opinion, I think Sony would probably, even with it being 5-6 years out, would probably go for the sequel. Keep milking the cow? Ain't no more milk, baby. Ain't no more milk. I honestly think that it's going to come down to Marathon. I think Marathon's going to hit. And I think a lot of decisions are just going to be made based on whether or not Marathon is successful or not. Marathon flops, it's over for Bungie. It's not good. It's not good. Unless someone at Sony looks at this shit and goes, you know what? I see all these IPs we could do. I see all these IPs you have ownership of. I see Marathon out and Destiny out. But I'm going to bet on Destiny's future more than anything else. I'm going to say that a D3, if done right, will bring in way more revenue than any other thing you can make, Bungie. Even if Marathon hits, Destiny 2 ain't going to see any of the success because Sony will probably force Bungie to focus on Marathon strictly. We'll see. We'll see what happens. They would have to scrap or finish the saga first. Yeah. What does done right look like? Go look at how Destiny 2 vanilla launch and do the opposite of that. That's what fucking done right looks like. Outside of maybe the story. Let me say this. The New Light experience is so bad, though. It's so fucking bad that it makes the Red War campaign onboarding experience look like the greatest, most AAA fucking onboarding experience you've ever seen in video games. That's how bad the onboarding experience is. You look, this is exactly why. And look, maybe Bungie can fix the onboarding experience in Destiny 2. Or maybe it's another loadout situation where we won't get it until fucking 10 years later, as well as Fireteam Finder. Because it hadn't been fixed yet. People won't give it a chance anymore. Again, that's another thing. I do think that people... and it's not even that they're upset. I can't tell you how many times I've talked to people that used to play Destiny. And I'm like... They'll be like, hey, what games you still playing? I'm like, Destiny. They're like, oh, really? They're still doing shit? I thought Final Shape was it. There's a lot of people that saw Final Shape as the ending. As... the entire, like that, and that was the ending to the saga, but they saw Final Shape as, okay, this is my time. I've had my experience with Destiny. I'm good.
The word final didn't help. But the word final in final shape would have been overshadowed if Bungie would have rolled out and been like, listen, you guys have a good time? Huh? Did you like fucking up that witness guy? Guess what? We're cooking D3. See you in 2028. Fucking people would have lost it. You hear me? People would have lost it. And they would have had, look, they would have had so much momentum from that going into that. Screen goes black, that single pops up, and it blue fades in the screen. Unfortunately, what we got is Marathon. All right, and to be honest with you, Marathon was supposed to have been out in 2024. This was supposed to be a game that had already been out. Its fate would have already been decided. But we're in 2025, and now the shit's rolling in. I would have paid for a D3. A lot of people would. A lot of people would. Yeah. Luke Smith's video should have been that. Luke Smith did come out. Y'all don't remember that? Going into final shape. He was like, remember his expression? This is not Destiny. And when we're done with the final stage, we'll have more to talk about. That was it. That was the last time we saw Luke. The next news we got about Luke Smith was that he was gone. That he was no longer with Bungie. Hold on. Let's find this fucking video. Was it final shape reveal? Oh, okay, here it is, here it is. Here it is, hold on. Hold on, let me pause this music. So this is before the final. Okay. Hey everyone, this is Luke from the Destiny2. The final shape is the culmination of a 10-year journey. A journey that began on the Cosmodrome, took you to the moon, Venus, Mars, the reef, and beyond. It's a journey that'll end inside the traveler with you facing the witness. Facing the witness is not the end of Destiny 2. It's definitely not the end of Destiny. After you face the witness, we're going to tell you what's coming next for Destiny 2 and beyond. We'll see you soon. In fact, never saw Luke again. That was it. That was the last time we saw Luke. A month after Final Shape, or a month and a half after Final Shape, me and Mark Noseworthy and a number of other people let go the emotional turmoil. this clip inspired so much hope because it was like, what are they gonna do? You know what I'm saying?
mean, maybe. Get him on your podcast. I would love to have Luke onto the podcast. You know what? I would love to have Luke Smith on the podcast. Mark Noseworthy. You know, these guys, I'm sure they won't talk about too much. But I would love to have them on. We could do it offline. You know what I'm saying? We can even, you know, even figure out what the topics we can't talk about. Maybe Pete Parsons. I don't know. I don't know how we, you know. One, Pete Parsons can never come on. Two, I don't think that would go well. You know, I just don't think it would go well. When we talk about cars, we could talk about cars probably. I don't know much about cars. Imagine that. Imagine if we have Pete on for the podcast, and the whole time we never talk about Destiny. Pete just talks about his car. The balls, man. The balls. What if he pulled up a damn PowerPoint and was like, yeah, this one right here, I got last year. And I got a really good deal for this one. You know? Oh, yeah, this was one of my first Man, brother. Man. Here in Pete's garage. Anyways. Yeah, we were expecting something. Did we thought we got episodes. You know, one of the episodes was a banger, but still, you know, at least from Luke's words here, it sounded, the future sounded more hopeful. It sounded more ambitious than episodes. And as you know, Payback was supposed to be more time. So it was never even in the stage of development. Oh my God, what if Pete said that shit? Yeah, so this car right here, would be amazing. The ornament reserved for Whisper? I couldn't Oh my Lord, man. Pete would become instantly the most hated man on the internet. What would the cost be to make Destiny 3? I mean, dude, a lot. A lot. But every company has to decide whether or not it's worth the sequels or worth the investment. Borderlands has decided whether or not the sequels were worth it. Halo, Bungie and Halo, they had to decide way back when whether it was going from multiple Halos or going from Destiny 1 to Destiny 2. You know? I'll tell you this, you know, I don't know who's CEO who the CEO would be at this point right now. They wouldn't give it a buy mini class. Probably have to do that. Oh my God. Stop. Halo is not a living game though. Yeah. I guess. I mean, no, it didn't have all the shitty monetization, but it gave us hundreds, if not thousands of hours of playtime. I don't really understand. Like, obviously the overhead for Halo wasn't that much, but do y'all not remember how much playtime Halo, all the Halo games gave us? You know how many hours people spent in Forge? You know how many game modes? I mean, dude, I played Halo every day. Every day. You know, I hate this whole, like, games have, the way games have really changed over the years is increase the fuck out of monetization, but somehow fuck up
and decreases replayability. Why that should not, an inverse operation, it should never be the case. Whereas in the back in the day, we had fair monetization, you bought the game once, and then you had almost infinite replayability. So more, give less. It's not working out. It's not working out for a lot of companies. And look, I'm very hopeful. Not necessarily for these companies with these policies. I'm hopeful because there are companies out there and there are developers out there that absolutely cook. And they're winning. They're winning, man. Cross, have you ever played RuneScape? Bunch to implement some of their MMO features. No, there's a lot. Yeah. Great night. What is the other one? You are absolutely right. They should. They should. So we're definitely living in a world right now where indie games are just coming out and absolutely banging. And even outside of you're also seeing how many breakaway studios you're also seeing. Whether it's Embark Studios, broke away, made the finals, now making Arc Raiders. Obviously EA was salty enough, they bleeped out the name Arc Raiders in their apps and their messaging. Wasn't the people that made Expedition 33 ex-Ubisoft? Weren't they ex-Ubisoft guys? I mean, look. You miscount that, bro. You gotta be seeing like if you boss man, you CEO, whoever that is. Supposed to be down like that. Now, with that being said, I mean, we know like a studio that still have so much faith in digital streams. We're gonna be playing all the way. I love the I just like them because they're just upfront about so much shit, you know what I mean? CD Projekt Red, just because of how they handled, even though they had such a shitty launch at Cyberpunk, how they handled that. Anything from Sunsoft, I'll probably play and play. And you know we're gonna play the next GTA, man. I mean, how can we not? It is legend. It is. Who made Concord? X-Bungie guys. X-Bungie guys. Many of them were X-Bungie. Oh yeah, GDG. GDG's whooping ass. Larian. Larian's whooping ass. Always. Yep. Will I play Starfield 2? Well, now that the new franchise director at Bungie, now that I know that she came from, well, one of the games came from Starfield, I don't know how much shit we're going to be talking about Starfield anymore. I don't know. You never played the Starfield DLC, and I never fucking will. Are you out of your mind? You know how fucking shite that game is. I'm gonna be honest though. Was she over marketing for Starfield? Hey man, I guess she succeeded. I bought the game. I did buy the game. And I
I went balls deep into that game on the review. You hear me? Let it be known. We were the first to call it midfield. I want to make that shit a t-shirt. Play the DLC for the lols. I will not allow Starfield slander. Brother, don't make me pull up. Don't make me pull up Starfield characters. Don't. I will pull up a Starfield character right now. Every damn NPC in that game talks to you like this. I wanted to like Starfield, and it filled me with disappointment. You remember for like the first like 3 weeks Starfield was out, everybody was like, there was like so many people. I was like, dude, so many people online are liking this game. Like every time I open up Twitter, everybody was like, oh my god, it's the big game now. Exploration, scale, the shooting. And I was like, every time I'd be like, play it, and then I would get off and be like, oh. And then I would go, I see those comments, and I'm like, fuck, I mean, I guess it's good, man. And I'll be like, just keep playing, Cross. At some point, it's gonna get good. That right there is the most painful gaming experience. When you spend hours and hours looking for good, not great, good, and you can't even find it. And then you look back on your 50, 60-hour experience going, well, that was a giant fucking waste of time. I wish somebody could have warned me. That's when we fucking go. We don't know when they're going to do it, but we had to fucking do it. Fluffy! Fluffy with the 10 gifted subs. Fluffy, thank you so much for the 10. Chat, please drop some love and eggplant for this man. Holy hell. I didn't order Yappuccino. Mod, could you assist Fluffy? Mod, he needs assistance. Bro, you gonna play? Dude, this TWAB drops in 2 minutes, motherfuckers. What do you want me to do? Oh, are you shitting me right now? This shit drops in 2 hours? No, 2 minutes. Minute and a half at this point. Play game, Cam. You could do 1 Caldera run. Fuck that, dude. I refuse. I am not leveling up anymore Caldera. No. I'm fucking not doing it. Look, after Ash and Iron went live, my hand hovered over Caldera, and it was like the force reached out and grabbed it and was like, don't do it. I was about to go right back into Caldera. Get away, Bill, with the art boon is insane. Art so is so good. Yeah. But you don't even like Star Wars? Wow. I absolutely love Star Wars. Just because I don't watch new shit doesn't mean I don't like Star Wars. Matter of fact, yesterday I was watching a video on why Obi-Wan was one of the greatest duels of all time. Why actually Obi-Wan... No. And Qui-Gon was the most feared Jedi to the Sith. Brother, I get into it, but I'm not watching the new stuff. I don't even know what new shit to watch. Andor, I watch Andor. I've been meaning to watch Andor. Because he had the high ground? No. Obi-Wan was one with the Force. Force is awesome. Alright? But Qui-Gon, straight up, if the Force told Qui-Gon to kill a village, Qui-Gon would do it. He would do it. That's what made him dangerous. And you needed that type of mentality
to deal with the field. That's cap. It ain't cap, brother. It ain't cap. He listened to the force. All right. I will watch Renegade. I'm not Renegades. Fuck. I will watch Andor before Renegades. Because everybody here says Andor's really good. All right, so I'll give you that one. I'll watch that one. Anakin fucking clears. Yeah, Anakin was... I don't know. He just couldn't beat Obi-Wan. You know? Obi-Wan had his number, brother. He had his number. High ground, sure, but I just Obi-Wan had his number too. Another week, boys, and another squad. This week in Destiny, we are delved into a bunker to unearth a long-forgotten war mine facility. In other words, our latest exotic mission is live. We really hope you're enjoying the time using the very cool new axe to keep the conductor's forces at bay. So go play Helios stats. No power reset in Renegade. Update 9.1.5.1. Reminder, Farms Week is live. Trials with Cyrus tomorrow. Bungie Foundation at TwitchCon. New Helios stat bundle. Delving to be actually dope. Alright. Let me zoom out. Alright, Helios status live. How are you enjoying our latest exotic mission? Do you have a good time with your new Scion buddies that Kaido sent to assist you? And how about Bushka, our first ever exotic hack? The first ever of its kind, very strong, and you can make it even stronger if you find all the secrets in the mission. Helios stat can be accessed through the portal. Your first completion will be locked in normal difficulty with 6 modifiers, and you'll be rewarded with a power bump for all fire team members. After that, you can customize the experience and launch multiple options tabs. During this first week, all of Wolfbane's prints are available, along with one of its exotic capsules. Starting next week, the remaining capsules will be available for everyone to discover. Look carefully, and you'll find all the secrets available. All right, well, I don't know if it's going to happen or not. I do hope that the mission has more to offer. Like, I hope that we're in the process of discovering the other exotic habits. Axe? Well, it is an axe. But it's true. It's coded as a sword. This is, yeah, this is axe. No, if it's just going to be a data pad to the terminal. Possibly. Yeah, and I mean, that's probably how it's going to go. But yeah, the Helios stat mission could have been better. Without a doubt, guys. And that's why, you know, I really am curious to know, like, what is Bungie's, what is their exotic mission standard? You know what I'm saying? At least is it in Giga time gated? The catalysts are, yeah. That's not a mission, that's a new law sector. Alright, Destiny2 Renegade power reset updates. In keeping with our commitment to hear and act on player feedback, we have some major changes to announce to how seasonal power will carry over at the beginning of Season 28 and the launch of Destiny2 Renegade. Seasonal power will carry over from Season 27. Tooltips will be updated to reflect the removal of seasonal power resets. Unstable cores will also carry over. Now, since the announcements, we've seen some general questions about the power cap and unstable core economy. We have no plans to raise the power cap at this time. It will remain at 550 for Renegades. Oh, guys, everybody, I got people in here saying W. So we're going to launch Renegades. And we're going to immediately go in there and rack up
tier 5s right out the gate. Just like that. And keep in mind, when you're 550, you don't even have to play at like the hardest difficulty. You're over level. You're gonna be able to walk in there and just snap. Exactly what you're doing. Yeah, somebody's gonna be like, Cross, you're being in the list. Back in my day, you had to complete Grandmaster Nitro. Get the drop. Okay, I'm just saying, I'm just throwing it out there. Keep reading, Cross. Our next priority for Unstable Course is to revisit the economy and address player feedback around this currency. We plan to have more details in a future tweet. Stay tuned. I just feel like you guys are making our job harder here. We can go back to upgrade modules. You know, I actually felt like where we went with upgrade modules beforehand, like I felt like we were in a good spot. Like that was all right. Can we hold that? Upgrade modules for unstable cores. No fucking upgrade modules too. Isn't that big of a deal? In addition to this, we'll be adding power catch-ups in update 9.1.5.1 on October 14th, giving new and returning players a boost up to 300 power. As a reminder, we're also introducing a number of important adjustments to activity rewards and power climb in next week's update. Read on for a recap. Alright, so portal and progression changes in update 9.1.5.1. As we've outlined late last month, update 9.1.5.1 will include tuning adjustments to how players interact with and progress in the portal. When this update goes live on October 14th, this will include bumps to power earned on rewards, reductions to the difficulty caps at higher difficulties, and the removal of activity power increases when adding challenge modifiers to custom activities. Here's a selection of some of the imminent changes. We're speeding up the power climb with more powerful drops from solo ops, team ops, and pivotal ops. Almost every activity grade for each power range will see improved drops. The extra bonus Ingram rewards you get on top of your prizes will now have the same power as the Ingrams from the end of activity chest. Power adjustments have been removed from all challenge modifiers. Instead, players are capped in the effective power within each difficulty tier. So normal difficulty, Delta 0, Advanced -10, Expert 15, Master -20, Grandmaster -25, Ultimate -30. Players will no longer have difficulty tiers auto-selected for them until they meet the power level of the activity. The vast majority of players will be at 300 power above going forward due to catch-up chess. Normal, Advanced, and Expert play nodes have been removed, as has the Expert matchmaking tier from direct locks, which you can find people who try to matchmake. The new node replacing these has been adjusted so that anyone from 10 to 399 can earn good rewards from it. Be sure to read the 925 script for a deep dive into this. Alright, so how do we feel about this, guys? Power adjustments has been removed from all challenge modifiers. Instead, you will be capped in effective power within each difficulty tier. Let me say this, somebody might be looking at -30 going, oh my god, it's crazy, I'm always going to be at -30. I mean, it's not easy, but if you got even a decent build, you're gonna walk -30. You know, most of us have actually been using builds trying to take on -40 and -50. A good build -30 is normal. People saying you need to get rid of deltas. That's guys, you know, so one or the other. Either, I'm gonna be honest, if they got rid of deltas and just went like the other direction, it's like triple the combatants. One, a PlayStation 4 would catch on fire and burn somebody's house down. But
I would eat that shit up. You hear me? It would feel like Mega Bomb. That shit would feel like Mega Bomb. I would eat that shit up. If we could get triple or quadruple the amount of enemies on the battlefield, and that's how things scaled, and just went crazy with it, that'd be wild. We need deltas. I'd say at this point in Destiny's lifespan, it's just kind of how it is, guys. Of minus 30 is so weird. If anyone's looking at minus 30 right now and thinking, damn, that sucks, I can promise you guys, have decent build, you will be just fine. What you really should be getting from this, though, guys, is that they are simplifying the portal curve. Which, if you remember Esoteric's video, that's essentially what many of the suggestions he made was portal needed to be more simple. Minus 30 is alright, anything over 40 makes it off. Yeah, minus 50 is where things get like, you know, yeah, minus 50 gets up. I mean, but, you know, right out the gate, Ash and Iron, I don't know if you remember, we were doing minus 60. Minus 70 was just like, minus 60 was hard, dude. It was so hard. We were having it. Minus 60 got so tough, I wanted to break out Ursa Furious. Why not split the difference and do minus 40? I don't know. There's only, whatever reason they pick minus 30 here, guys. We'll see. They could very well come back a month from now, say Grandmaster minus 30, Ultimate minus 40. You know what I'm saying? Conquest are still going to be minus 40, minus 50. I suspect that to be the only source of tier 5 soon for the quarter. No. Low cut. What? You think Conquest is going to become the only source? That would eliminate too many things. That would eliminate... You would be eliminating Fire Team, Solo, and Pinnacle. We don't know. That's not right. We don't know. We don't know. Alright. Kinda Legal Shotgun Mod. Arms Week is a periodic one-week event recently introduced in the debate, and it's live this week. It has its own event home where you'll find your daily weekly challenges to reward event tokens, Aurora pads, weapons, reload chips, and more, as well as an event shop where you can spend your tokens for even more rewards. With shotguns taking a spotlight in this iteration of Arms Week, the Trackiness Stasis Rapid Fire Slug Shotgun is available for the second time ever. There's a new archetype of those shotguns, along with perks like Proximity Power or Chill Clip. It's worth having one around. Additionally, other legacy shotguns will be available to buy with different tokens. Not tier 1, but still, they are there. During the second Arms Week event, new mods will be available to earn after you visit 801, shooting range, and do some field work for it, including unstable shells, landing precision hits, or most of the pellets spread what has to relate explosive to the target. A legal trigger. Every shell fired increases rate of fire for a short time. Magazine size and reserves are increased beyond their normal limits. You've probably seen clips of this. It is pretty good. I think the only reason why people have not been using shotguns is, number one, it is a temporary thing, right? Number two, if you're like me, you've been playing with all the sandbox things that went live Tuesday. You've been eating up the rollout things. And then you got Aftershock. Find the most create a wave of deadly energy behind the target. Hope you're having a good time earning some nice rolls and blasting enemies away with these broken mods. Chad, how do we feel about events like Arms Week? Again, that's like one of the big things Bungie's doing this expansion, where they have these events and they introduce these crazy mods that makes weapons great. They're cool. Man. Do you feel like some of you are just not, like, y'all look at this as like, this is not worth the time investment? I'd rather invest in a build that will carry over in the weeks to come. I don't think you could bring it into the raid either. I don't think you could bring these mods into the raid. Correct me if I'm wrong.
Alright, what's for trials this weekend? We're just checking with St. 14, so we might as well share the plans with you. This weekend, the map will be redacted. The feature weapon will be redacted. Just kidding. You can expect to land on Javelin 4 for your combat this weekend with Auric Disabler as your reward. For those not in the know, Auric Disabler is a Scram precision frame auto rifle that has some great perk combinations. We're quite fond of slice sword logic for PvP, but we heard great things about Firefly and Tear for PvE. So Javelin is back. PvP players rejoice. Okay. Y'all bitches cry too much. Time to separate trials. Auric Disabler is actually a pretty good weapon, or at least on consoles, the numbers look pretty good. Seems like console players enjoy this weapon. We don't really use much on PC, but yeah. They made Dragonfly for this. God, dude, cooking grass. People play with some trials. You're gonna love this. I'm bored. All right, Bungie Foundation gearing up for TwitchCon. It's that time of the year, Guardians. The Bungie Foundation is hitting the road to sunny San Diego for TwitchCon October 17th through the 19th, and we're bringing something special to those attendees. Track down the Bungie Foundation team at the convention and make an in-person donation. Earn the exclusive gift card emblem available only at TwitchCon. This is your one and only chance to grab this limited emblem, so be sure to find us and say hi when you're there. Stay tuned to the Bungie Foundation social channel for real-time hints on where we'll be posting up at the convention. And we might just have some extra surprises in store as well. Can't wait to link up IRL and do some good things together. Or do some good together. Stay classy. Alright, that's the emblem now. Yeah, say donation. I don't know what kind of donation. Eververse IRL interesting. I live in San Diego and going to the con. Have fun, man. Have fun. We won't be there, guys. We just have the baby's supposed to drop any day now, like any moment. This baby's supposed to be coming. So we will not be there. But I hope anyone that's going, hope you guys have a good time. Hope you enjoy. I mean, not dropping the baby. You know what I'm talking about. A baby drop. You know what I'm saying? A baby spawning in should be spawning in any moment now. Birth live stream win. I saw that yesterday. Someone live streamed the birth. We're not gonna do it. I'm gonna just let you know. I wasn't planning on doing it, but we won't be doing it. It was so weird. Yeah, I didn't watch it. I just they did. Man. See you hopped in stream, say congrats. Yeah, I mean, like birthing kid, you know, it's I don't care what, like, look, there's a lot of strange noises that are made, positions, stretches. Look, I'm not the one having a push out of watermelon, you know, my ass so high. You know, whatever helps you, do it, you know. That's only for baby's health. You can do that on the baby. Yeah. But I mean, there's like a lot. Everybody has different situations. We're doing a home birth too. So everything kind of it's going to be interesting because do all this preparation and stuff, but we'll see how it goes. Yeah. We did a birth before at a
birth center, which really just means you give birth to a baby in a bathtub. That's really all that means. Something about the warm water relaxes you and allows you to have a baby here. And that's why you're seeing like hospitals are incorporating bathtubs as well. They're incorporating tubs where you can give birth. But they normally are limited. It's only like, for instance, here, our hospital only has 2, and they're almost always full. So, we did a bath as well. Yeah. That's how Aquaman was born. Deep Stone Lullaby in the back. Yeah, you know, you can light candles, all that jazz, all the music. So, you know, all I've been told this time around, I'm just to let you guys know, I've been told we cannot go stream or make a video at all. So it's fine. You know, we'll do it. You know, last time this labor went really, really long, and we were chilling at the house. You know, it was like well over 24 hours. You know what I mean? And so just felt like could have got some stuff done. You know, didn't say no pictures. Frosted Baby came out to Little Wayne. Oh my god. Yeah, the kids are excited. My daughter, I don't think she quite realizes. Like she knows that there's a baby brother in there, but she doesn't quite. I don't think she realized how much her life is about to change. Because right now, my daughter is like, she's like the center of everything. But then there's this thing that's about to come out. It's about, that thing is about to take all of the attention. You know what I'm coming from? And it's going to be an interesting experience. It's going to be interesting. It's about to get middle child. Yeah. It's about to be power crept. Comes the middle child syndrome. All right. Bungie rewards transmatting. That's right, guys. If you've done the quest this week, you can get a hoodie. Known issues. The vault from inventory function is not working when using a controller. Interesting. Yeah, the vaulting from inventory was messing up this week. Yeah, even on PC. But we've worked around it with press control. The new competitive envelope for reaching Ascendant 3 is not visible in collections. Okay, but it's hopefully there. Clan reward Ingrams cannot be claimed by players over 500 power. Abilities. Vortex grenades are pushing some enemy types away instead of pulling them in. Oh. I hate it when it does that. The Chains and Warlock's Glacial Harvest aspect to remove the Station Star creation cooldown in PvE will be released in update 9.1.5.1. Arc Chaining from the Lethal Current aspect is not activating Combination Blow. Exiting Weave Walk with a finisher does not grant Woven Mail. Very specific. Weapons. The Rolling Ovation Catalyst is not dropping as attendant. Heavy Crossbows are not piercing non-champion immunity shields with anti-barrier bow equipped. Enhanced Reservoir Burst is not granting its attendant bonus to magazine size. Okay. Armor and perks. The Stronghold exotic armor is not granting infinite guard to special ammo swords. Activities in Portal. The Heliostat exotic mission lists the incorrect selection of champions when previewing the activity. It should state the players will encounter barrier and unstoppable champions. Changes previously made to activity difficulty have been unintentionally reverted, making Portal activities more difficult than intended. The Heliostat mission is not granting Wolfsbane intrinsic to all players in the fire team. Yeah, it's not. You actually have to. You actually want to send one of your fire team members to take out 3. The first 3, and then another one take out the second 3, and then the third take out the next 3. Hopefully you'll get all the intrinsic in one go. Honestly, you may just want to run the mission solo, to be honest. Arm Suite. The full spin weekly challenge is not progressing when purchasing non-event weapons from 8 to 1. Players are unable to progress the initial calibration quest on alternate characters. Challenges to pursuit. Some players cannot complete the reclaim
Missiles discover seasonal challenge. Okay, so a couple seasonal challenges here can be done. And then raids and dungeons. Players who complete the Atlas and Almanac quests in the Desert Perpetual Epic before completing the Maps and Territories quests in the normal version of the raid are unable to complete the latter quests. The phase race feat wipe in Agrios. Agrios? We've never been able to say that right. Agrios? The phase race feat wipe in the Agrios inherent encounter in the Desert Perpetual Epic is triggering too early. Agrios. It is Agrios, right? Watch movie of the week. Where's my volume button? What? I love that this one movie of the week. Greg just rolls over. Ah, shit. That's fantastic. Oh, that's good right there. No, good movie of the week there. Good shit, guys. I don't think there's anything else. Yep. All right, as a final note, tweet over, folks. You're now free to go back and play. Maybe gather your fire team together for another run of Heliostat or go crazy with those limited time shotgun mods or test how powerful Wolfsbane can be. Maybe you give it a go on the epic version of the Desert Perpetual. One thing we know for real, you can't deny a weapon its purpose. So wreak havoc against the Vex collective consciousness with it. It has to be this way. The Destiny 2 community team. All right. I'm gonna be honest, man. The builds right now are cooking too good. We will look back at the axe and some other stuff, but warlocks are cooking so fucking hard right now. Mods, have you collected thy builds? No thanks for going to Battlefield. Have fun, guys. Have fun. Yeah, we'll probably be on there soon. How many builds do we have right now? Who are Verity Brow cooks? Do you even need that? I feel like getaway art is still the way to go. No one filled the form out? You and your form. Alexander. You and your form. By the way, to get this up from Alex, Foxy, Rusty, Grats, Spec. Thank you so much for that on YouTube, guys. I appreciate it, guys. Do a build battle with the new golden gun. So hold on. I will say this: if you submit it, if you did put up a build, please throw it up in the However, Les has submitted this build to me directly. Balls of Death. Simple rule. Spam overcharged Axions with controversial holds. Applies weakens with your grenade. And getting tons of grenade energy. Spam all around the map. If you feel like there are chunkier enemies or enemies you just need to kill while doing an objective, pop up an auger turret near the EDU. Besides that, just keep charging grenades and watch everything blow up. Artifacts are not that important. Copy what I'm using. Energy primary can be whatever you want, preferably hand cannon or sidearm for unstoppables. Connect stock can be mint or sniper. Heavy finality auger or regular linear for tormentor. You can swap special finisher or something else and use surge mods instead of augers. If you want to completely up to you, you don't need special finisher unless rocking double special. If not rocking double special, up on Ashes to assets to get more supers. So Axion Bolt is meta? What fucking world is this? Balls of Death. Yeah, what is it? Matter Spark? Axion is hard meta? Never in the 10 years of Destiny has Axion bolts ever been meta in PvE. Now, one time in PvP, they were disgusting. But in PvE, it has never been meta.
Never. Cross doesn't even play this game? The fuck you mean? I don't even play this game. What kind of shit comment is that? Okay, Mint. Do you want me to do choir or you wanted me to do something else? This is a plunder build. Last, people are calling you out saying that there's no way you could have conceived of this build on your own. We need void paying investments back, right? Yep. I don't watch Plunder. Les, you didn't have to say it like that. Plunder makes good videos. All right, everybody. Happy Feet with the 5 gifted subs. Happy Feet, thank you so much for the 5. Chat, please drop some love and eggplants. Bitch, it's my build. Kyle says it's his build, Les. Kyle said he thought of this first, Les. Where are his royalties? Pay that man. All right, hold on, let's get this. This thing fucks. I'll believe him when I see it. I don't. Guys, it's Axion bolts. Come on now. Let's see what the stat distribution on this thing is. I mean, I'm sure it's gonna be pretty good. Like I'm sure it's gonna snag some kills here and there. I just, you know, super weapons grenade stat is the only one that matters. Okay. Sponsor me, someone. I watched Let's Craft this last night. All right, let me do grenades. Damn, I don't have enough. Oh, I gotta go upgrade. I gotta go upgrade my controverse. Damn, brother. Troll. I ain't got shit. I own nothing. Alright, let me get this let me download this real quick. Season pass. Покажите врагам, что это ваша территория. Захватывайте зоны. Вы захватили зону А. Враг захватил зону С. Snag those right there. Don't forget your password now. Man, it can happen to anybody. All right. I just want everybody to know that. A lot of passwords. Вы захватили зону Б. У That вас right, Cam? преимущество по зонам. All right, let's see if we get lucky. But if it's like any of the previous times we have done this, we shall not be lucky. This thing's gonna it's gonna make me do 4 drops. What I fucking say, dude. I'm telling you, I just coded this shit. They have coded this shit intentionally. I'm telling you guys. It is coded intentionally. Watch this shit. Watch. I'm gonna do another one right now. Get the fuck out of here right now. Did it just get...
Два по цене одного. All right, let's get a bet going. We actually got so lucky on this, dude. We got so damn lucky on this. I can't believe it. Oh, dude, I got nothing, man. You might feel like this page should be like more rewarding, you know? You have food or drink? No. I just went to the bathroom. You think I always come back with food? I have my drink here from earlier, but I brought nothing back with me. The same shit. What's the fuck wrong with you? I don't know. What? Зона С захвачена. When I say I go to the bathroom, I go to the Тотальное bathroom. What do you преимущество think за this is вами. snack time? We're in Попробуйте the middle его of build удержать. battles. Зона Б потеряна. А теперь заставь их Oh плакать. my god, dude. Dark Toggle Rage and Colonel just won a fuck ton of eggplants. Holy shit. Зона С потеряна. У них I heard преимущество по snack. зонам. I don't know. No poop snack? Nothing. No. I wouldn't lie to y'all about this. What a silly thing to Зона lie Б about. захвачена. У вас Alright, преимущество let's по see if we got зонам. this now. Oh, for sure. But no. We're in the midst of build battles right now, guys. Serious stuff. I don't understand. Осталось 5 минут. Так держать. Damn, dude. Am I just gonna be just shy of it? Oh, okay. Okay, here we go. Alright, so that's 200. Last also said do super and then weapons. Alright, that looks pretty good. Зона Б That's pretty потеряна. solid. Противник получил преимущество. Eric with the sub, thank you so much, man. Macias with the sub. Nap, thank you so much for the tier 3, brother. Thank you, man. Spooky with the 8 months. Guinness with the sub. Destiny is fun. It's for friends who do stuff together. You is okay. That's exactly why we got rid of text to speech right there, Guinness. That's, you know what I mean? You were about to try to fuck me with that. You got no cores though. We'll put us at minus 30. We're good. Yep. Зона Б захвачена. У вас преимущество по зонам. Where's Les's demonstration of success? My man gets preferential treatment. What are you talking about? What do you mean he gets preferential? Les? What? From who? Me? Зона Б потеряна. У противника преимущество по зонам. Три минуты. Вы побеждаете. Так держать. У вас преимущество по зонам. Два по цене одного. Да, -3.
Для этого и нужны боевые группы. Осталось чуть-чуть. Вперед, к победе! Более прекрасной победы я и пожелать. Ты сражаешься за зоны как демон. Приходи с друзьями. Побольше бы таких, как ты. Контроль. Нет зон, нет победы. Захватывайте зоны и сокрушайте врагов. Вы захватили зону С. Враг захватил зону А. Враг захватил зону Б.
Зона С потеряна. У врага тотальное преимущество. Зона А захвачена. Зона Б захвачена. У вас преимущество по зонам. Ой-ой. Зона А потеряна. Вы захватили зону А. У вас преимущество по зонам. Зона Б потеряна. Зона А потеряна. У врага тотальное преимущество. Захватите эти зоны. С меня хватит. Я прекращаю этот бой. Признай свое поражение и снова отправляйся в бой. Зоны — это твоя жизнь, страж. Не опускай оружие, и ты это поймешь.
преимущество по зоне. Враг захватил зону С. У них преимущество по зонам. Б захвачен. У вас преимущество по зонам. Уважаю тебя. У вас отлично сработанная команда. Зона А потеряна. Зона Б потеряна. Зона А захвачена. Отлично. Скажи врагу, что такое серьезная битва. Получено преимущество по зонам. Враг захватил зону А. Противник получил преимущество. Захватили зону А. Получено преимущество по зонам. Враг захватил зону Б. У противника преимущество по зонам. Осталось всего 5 минут. Вы захватили зону С. Получено преимущество по зонам. Враг захватил зону А. Вас от меня одного. У вас преимущество по зонам. Зона С потеряна. Враг захватил зону С. У вас преимущество по зонам. Просто поразительно. Зона Б потеряна. Враг захватил зону Б. Враг захватил зону С. Противник получил преимущество. Осталось всего 3 минуты. Зона А потеряна. Враг захватил зону А. Противника преимущество по зонам. Зона Б захвачена. У вас преимущество по зонам. Тратьте все боеприпасы за один раз. Вас от меня одного. Зона Б потеряна. Враг захватил зону Б.
У них преимущество по зонам. Зона А захвачена. У вас преимущество по зонам. Зона С потеряна. Враг захватил зону С. Зона А потеряна. Враг захватил зону А. Противник получил преимущество. Они почти победили. Это -2. Зона С захвачена. У вас преимущество по зонам. Осталось всего 1 минута. Враг захватил зону Б. 30 секунд. Поражение? Кома как-то. В этот раз вы проиграли. Только удержание зон — путь к победе.
Это очень печально, но я реалист и не вижу другого пути, кроме этого. Идти к тому, что все просто умрет. Очень нравится комбинация. Каждый день там или по 10. И качались, и которые уже 550 и бегают. Им уже заранее можно готовиться к тому, что им будет нечего делать в игре. Потому что, ну, по сути, вся игра это дрочь силы сейчас через портал. Ну, что могу сказать? В дополнение к этому, в обновлении 9.1.5.1 это 4... начинается следующего типа. Ну, короче, Усательный знак тапир, трахел. Археологии похожа на агроном. Так, пойдем сейчас проверять твап. Все дела. ТДЛ. Всем здрасте. Ну чё, народ, сегодня четверг, день тваба, твида, еженедельного новостного блога от Банжи. Все дела по Destiny. Так что ждем какую-нибудь интересную инфу про прокачку. Не ждем инфу про тапир, потому что они там уже забили на него капитально. Но так или иначе, кто захочет поддержать движуху, высательный знак петиция команда. Ну и пока что идем немножко поиграем. Поздравляю, Вадим. Надеюсь, на новом месте все будет хорошо. Побежденный соперник роняет герб. Хватайте его. Вот, смотри, есть фрагмент подкаста, где я об этом рассказывал. Это очень длинная и поучительная история. Потому что мне просто... А, кредит типа. Все еще остался? Тот самый? Разумеется, правильного чувака я зарепортил, точнее неправильного, но вы поняли. Привет, Жень. Здорово, Вань. Я думаю, сейчас соло побегать или...
тебе 312 в один, да. Все, давай пойдем позовите шарик. Следить с голосом. Если чё. Привет, привет. Хотя там 4 минуты осталось, блин, на башне. Два по цене одного. Было бы неплохо, если бы западные контент-креаторы освещали нашу проблему. Кому под силу вас остановить, пока вы вместе? Никому. Да, страх. Вот это настоящее мужество. Здорово, Фэл. Минус 2. Здорово, Сергей. Начнем, пожалуй. Вот для этого и нужны боевые группы. Всегда приятно увидеть героя из башни. Осторожнее, Ну, получил благодарность. Осталось 5 минут. Отличное начало. Не опускать оружие. Привет, Трахела. Тапир когда-нибудь пофиксит какую группу играть? Слушай, можешь высадить знак Тапир, набрать в чате. Есть временный фикс. Привет, Тош. В рейд сегодня идете, посмотрим, было бы неплохо. Но я пока ребят не вижу. Да, шейдер за ЖЗ у Шакса, банжи писали про это в патчноте. Нормально добил. Посмотрим, проверить. Это их остановило. Высадный знак Тапир, Трахел. Команда в чате. Хорошо, Тош. Ну ты их на что-то тратишь, Женя? Это их остановило. Три минуты. Деритесь храбро, и победа будет за вами.
Пойдем сейчас проверять его. -2. Я узнаю. Здорово, народ, с вами Джон, он же на этой неделе в Destiny, на этой неделе в Банже, в общем, еженедельный новостной блог от наших любимых разработчиков 312. Посмотрим, напишут ли нам что-нибудь про топир. Спойлер, скорее всего, не напишут. Итак, на этой неделе в Destiny 09.10.2025 мы отправимся в путь, чтобы найти давно забытый объект разум войны. Другими словами, наша последняя и мы очень надеемся, что вам понравится использовать новый крутой топор, чтобы сдерживать силы дирижера. Иди поиграй в Хелиокаст. Шел, поиграл, да. В отступниках нет сброса уровня силы, обновление 9.1.5.1 напоминание, неделя вооружения уже вышла, завтрашние испытания Осириса также будет, банжи на TwitchCon и новые награды Хелиостат банжи также присутствует. Соответственно, ребят, напоминаю, что у нас в русскоязычном регионе по-прежнему бушует проблема с топиром, слышит движуху, если продолжать в том же духе, победа не за петицию, горами. которую мы там с моим товарищем Волом распространяем, ну или пошуметь там в западном контент-сообществе, там каком-нибудь на стримах, под видосами, чтобы все были в курсе, что эта проблема. Также можно обсудить проблему в стиме, голосование также можно сделать на форумах, ну и на рейсе. В общем, так или иначе, поддерживаем по поводу этого шум, чтобы банжи как-то отреагировали, все-таки выпустили заявление хотя бы какое-то официальное, где они сказали бы, вот, типа, мы больше в этом регионе игру не распространяем, вот вам инструкция, как оформить возврат. Отличная короче, хотя бы что-то. А то люди деньги заплатили, и разбирайтесь сами дальше. Ладно. Так или иначе, сейчас мы продолжим разбирать твап, но сперва слово моим друзьяшкам. Если хотите приобрести какую-нибудь игру, в том числе Destiny 2, ну вдруг, то я думаю, они вам помогут. Привет, Айнфлом. Смотри, тебе надо, чтобы у тебя были все шмотки и все пушки с зеленым значком сезона. Закупайте с играми на playrock.com. Передавайте от меня привет и пользуйтесь моим промокодом LOPEN312. А перед началом данного ролика хочу представить своих друзей из playrock.com, у которых вы всегда можете купить разные игры, в том числе Destiny 2. Ведь Playrock — это проверенный и надежный маркетплейс игровых товаров и услуг с огромным ассортиментом игр, игровой валюты, подписок на приложения и многого другого. К примеру, если захотите, можете купить ключ на любое дополнение к Destiny 2. Да, это будет не покупка на аккаунт, не гифт, а именно ключ, который можно подарить кому-то на день рождения, например, по зеленой цене, лучшей на рынке. А еще, теперь можно прямо на Playrock пополнить Steam. Выгодно и с низкой комиссией. По промокоду LOPEN312 вы получите скидку 5%.
можете убедиться в этом сами, пройдя по QR-коду на вашем экране. Playrock также регулярно проводит разные акции. Прямо сейчас в их телеграм-канале проходит розыгрыш крутых призов. Все ссылки вы найдете в описании и закрепленном комментарии. Переходите по QR-коду на экране, а также по ссылке в описании ролика и закупайтесь играми на playrock.com. Передавайте от меня привет и пользуйтесь моим промокодом LOPIN312. Так. Пу-пу-пу-пу-пу. Так, ну что ж нам там понаписали разработчики в своем блоге? Гелиостат вышел. Как вам наша последняя экзотическая миссия? Хорошо ли вы провели время со своими новыми псионами, которых Каятель прислала вам в помощь? А как вам волчий я, наш первый экзотический топор, на самом деле меч? Он единственный в своем роде, он очень мощный, и вы можете сделать его еще мощнее, если найдете все секреты в миссии. Ну, собственно, да, вот, миссию эту мы прошли, топор получили, обзор топора у меня есть на канале, как вот эти все секреты рассказать, тоже у меня на канале есть видос. Ну, а по поводу лора миссии и того, что в ней происходит, думаю, у меня будет отдельное видео. Кому будет интересно, можно будет посмотреть. Доступ к Гелиостату можно получить через портал. При первом прохождении вы будете ограничены обычным уровнем сложности с фиксированными модификаторами, а в награду получите усиление для всех членов отряда. После этого вы сможете настроить игру и запустить ее на вкладке «Пиковые сверхмощные операции». В течение первой недели будут доступны все внутренние характеристики волчьего яда, а также один из экзотических катализаторов. Начиная со следующей недели все остальные катализаторы будут доступны для изучения, то есть все 3. Окей. Присмотритесь внимательно, и вы найдете все секреты. Обновление Destiny 2, сброс силы в отступниках. В соответствии с нашим обязательством прислушиваться к отзывам игроков и реагировать на них, мы хотим сообщить о некоторых важных изменениях, о том, как будет работать сезонная сила в начале 28-го сезона с там Destiny 2 отступники. Сезонная сила будет перенесена из 27-го сезона. Подсказки будут... Так, стоп. Да, подсказки будут обновлены с учетом отмены сброса сезонной силы. Но это то, что у нас под шмотками написано, типа, это снаряжение у нас уйдет там в следующем сезоне и так далее. Нестабильные ядра сохранятся, лучше бы убрали их, серьезно. После этого объявления мы получили несколько общих вопросов о границе силы нестабильной базовой экономики. В настоящее время мы не планируем повышать лимит силы. На отступниках он останется на уровне 550. Захватывайте зоны и удерживайте их. То есть они даже не будут поднимать до 700? Ничего себе! Это получается что? Люди, которые любят качаться, им будет нечего делать? Вы захватили зону А. Враг захватил зону С. О май гад! Следующей приоритетной задачей для нестабильных ядер будет пересмотр экономики и удобства игроков об этой валюте. Мы планируем опубликовать более подробную информацию в будущем записи. Просто мне интересно, вот реально, девчонки, которые сидели сейчас по 6 часов каждый день, там, или по 10, и качались, и которые уже 550 и бегают, им уже заранее можно готовиться к тому, что им будет нечего делать в игре. Потому что, ну, по сути, вся игра это дрочь силы сейчас через портал. Что могу сказать? В дополнение к этому в обновлении 9.1.5 11 октября мы добавим функцию повышения силы, которая позволит новым вернувшимся игрокам увеличить свою силу до 300 единиц. Напомню, что в обновлении на следующей неделе мы также внесем ряд важных изменений в систему вознаграждения за активность и повышение сил. Читайте дальше, чтобы узнать подробности. Изменения в порталах и прогрессе в обновлении 9.1.5.1. Как мы сообщали в конце прошлого месяца, в обновлении 9.1.5.1 будет включать в себя настройки регулирующие порталом
и их прогресс идет. Когда это обновление выйдет 14 октября, то есть неделю, оно будет включать в себя увеличение силы, получаемые за награды, снижение максимального уровня сложности на более высокий уровень и отмену увеличения силы за выполнение заданий при добавлении модификатора сложности в пользовательские задания. Вот некоторые из грядущих изменений. Мы ускоряем повышение уровня силы с помощью более мощных предметов, попадающих в одиночных операциях в составе огневой группы и операциях сверхмощных. Почти в каждом виде деятельности для каждого уровня силы будут улучшенные предметы. Дополнительные бонусные инграммы, которые вы получаете в дополнение к призам за выполнение заданий, теперь будут иметь ту же силу, что инграммы из сундука в конце задания. Захватили зону. То есть, допустим, если у нас там 3 бонусных инграммы, то мы вместо одной сверхмощи будем получать 4. 4 карт. Корректировка силы была удалена из всех модификаторов сложности. Вместо этого игроки ограничены выпускной силы на каждом уровне сложности. Дельта ограничение нормальный уровень силы 0, продвинутый 10, эксперт 15, мастер 20, грандмастер 25, максимальный 30. Но это любопытно, потому что на 30, я бы даже сказал, на 25, по-моему, слэш 30, у нас мобы без мечиков. Враг захватил зону А. Ладно. Вы захватили зону Б. Уровни сложности для игроков больше не будут выбираться автоматически, пока они не достигнут уровня сложности заданий. Поскольку подавляющее большинство игроков будет иметь уровень силы 300, 300 или выше из-за сундука для повышения уровня, узлы обычный, продвинутый и эксперт в режиме быстрой игры были удалены, как и уровень эксперт в системе подбора игроков при прямом запуске, чтобы вы могли найти людей при попытке подбора. Новый узел, заменивший их, будет скорректирован таким образом, чтобы любой игрок с уровнем силы от 10 до 399 мог получать за него хорошие награды. Ну, в принципе, что могу сказать? Любопытно. Просто да, многим людям не нравился матчмейкинг там, потому что он дельту на эксперте, на мастере там и так далее выдавал вам 40 уровней силы, да, и мобы там бегали гораздо сильнее, чем вы. А сейчас вроде бы и есть возможность выбирать, но вроде бы чувствую, что какой-то подвох должен быть. Просто с Банжи уже никак по-другому. Тебе кажется, что какой-то подвох. Вы захватили зону. Можете написать, что вы думаете по этому поводу в комментариях. По зонам. Нелегальные моды для дробовика. Да, обязательно прочтите полный текст 25.09, но у меня тогда, собственно, ролик вышел, чтобы узнать больше о грядущих изменениях. Окей. Нелегальные моды для дробовика. Неделя вооружения — это периодическое недельное событие, недавно появившееся в краю судьбы. Оно проходит на этой неделе. У него есть собственный раздел, где вы найдете ежедневные, еженедельные задания, за выполнение которых выдаются жетоны, события, пропуск на получение оружия, чипы для повторного группа и многое другое. А также магазин события, где вы можете потратить свои жетоны на еще больше наград. В этом выпуске неделя вооружения основное внимание уделяется дробовикам, поэтому скоростной дробовик Тракиус Стадис Слаг доступен во время второй раз. Этот новый архетип дробовиков Слаг, бронебойный патрон, учитывая такие преимущества, как приближение или охлаждающий магазин, его стоит иметь в своем арсенале. Кроме того, за жетоны события можно будет приобрести другие классические дробовики. Во время второго этапа недели вооружения вы сможете заработать новые модификации после того, как получите один на стрельбу, и выполните для нее несколько заданий в том числе. Нестабильные снаряды при точном попадании или при разлете большей части дроби к цели прикрепляется зарядное устройство замедленного действия. Незаконное использование спускового крючка. Каждый спущенный выпущенный заряд, на короткое время увеличивает скорострельность, размер магазина и боезапас увеличены сверх обычных значений. Впоследствии добивающий удар создает волну переносной энергии за цели. Надеюсь, ты хорошо проводишь время, зарабатывая неплохие деньги и уничтожая врагов с помощью этих сломанных модов. Кто зарабатывает хорошие деньги? Есть плюс 6. Что будет на испытаниях в эти выходные? Мы как раз связывались с Сейнтом 14, так что можем поделиться с вами его планом. В эти выходные карта будет не скажем, а в качестве основного оружия будет не скажем. Шучу. В эти выходные вы можете рассчитывать на то, что окажетесь на Javelin 4 и получите Auric Disable. Для тех, кто не в курсе, Auric Disable — это автоматическая винтовка на нитках с точной рамкой, с отличными комбинациями перка. Так. У них преимущество по зоне. Это автоматически. Враг это автомат, зону А. Автомат на нитках с отличной комбинацией перков. Нам очень нравится комбинация
слайс и логика меча для ПВП, а комбинации Firefly T мы слышали много хорошего для ПВЕ. Bungie Foundation готовится к TwitchCon 17 по 19 октября. Сан-Диего, TwitchCon, поздоровайтесь, эмблемка, да-да-да-да-да, дайте денег, вот, окей. Оставайтесь на связи с социальными сетями, Bungie Foundation, в реальном времени узнавайте, мы будем публиковать посты на конференции. Трансляция Bungie Rewards. Так, пускай вот старого волка с новым трюком, так. Дайте денег. Отчет службы поддержки игроков. Список известных проблем. Общая информация. Так, противника преимущество по зонам. Функция Волт из инвентаря не работает при использовании контроллера. Не только, на клаву мыши тоже нормально не работает. Если кнопку Control не нажать. Новая эмблема за достижение уровня Божество 3 не отображается в коллекциях. Игроки с показателем силы выше 500 не могут получить наградные граммы плана. Что касается способностей. Выхлевые гранаты отбрасывают некоторых противников, они притягивают их. Изменение аспекта ледяная добыча варлоков, позволяющая сократить время восстановления осколков стайсов, УЕ будет реализовано в обновлении 9.1.5. Комбинация ударов смертельной не активирует цепную реакцию. При выходе из волка с добивающим ударом вы не получаете тканую кольчугу на варлоке. Оружие, катализатор для бури овации упадает не так, как предполагалось. Вы захватили зону С. Ну, типа за прохождение рейда, как я понял. Тяжелые арбалеты не пробивают щиты не воителей с установленным антибарьерным луком. Улучшенная функция взрыва магазина не дает ожидаемого бонуса к размеру магазина. Броня и перк. Экзотическая броня цитадель не обеспечивает бесконечную защиту для мечей со специальными боеприпасами. Мероприятие и портал. В экзотической миссии Гелиостат при предварительном просмотре задания указан неверный набор воителей. Там должно быть указано, что игроки столкнутся с воителями барьерными и не удержат. Изменения, включенные ранее в уровень сложности задания, были намеренно определены, кстати, чего задания в портале стали сложнее, чем предполагалось. За выполнение задания Гелиостат всем игрокам в боевой группе выдаются волчьи ягоды. Враг захватил зону С. Было, кстати, у врага тотальное преимущество. Хотя нет, может на почту получилось. Вооружение. Еженедельное испытание полной траты не выполняется при покупке оружия, не связанного с событием в АД1. Игроки не могут пройти квест начальника рейброка на альтернативу 15. Такое. Проблемы и стремления. Некоторые игроки не могут выполнить сезонное задание возвращения посланий. Игроки не могут выполнить сезонное задание обнаружения послания с вершины 3. Рейды подземелья. Игроки выполнили задание Атласа и Альманака. Бесконечности эпические режимы, только выполненные задания карты территории в обычной версии рейда не могут получить последнее задание. Способность фазовая гонка в Аграйсе, встреча с прирожденным вечной пустыней на эпике срабатывает слишком рано. Чё? Бедный Огар. Кто бы мог подумать, что голограмму на стрельбище можно победить? Мы точно не знаем. Извиняюсь. Так. Ну, камон. Ready. Допустим. Неплохо. Хорошо. Что тут дальше у нас? Художество недели. Мы знаем, что вы все без ума от этих преступников вексов, которые пришли за регатами, мы тоже. Ну да. Вексы в курточках, смешно. Итак, твит закончен, ребята, твап. Ни слова про топир, помните, да? Теперь вы можете вернуться и продолжить играть. Поняли, да? Поняли. Вернуться и можете играть. Может быть, соберете свою боевую группу для еще одного забега на Гелиостат или поэкспериментируйте с ограниченными по времени модификациями дробовика, или проверите, насколько мощным может быть волчий яд, или найдете способ обойти топир. Может быть, вы попробуете эпическую версию Песков Бесконечности. Одно мы знаем точно: нельзя лежать оружие. Допустим. Неплохо.
Хорошо. Что тут дальше у нас? Художество недели. Мы знаем, что вы все без ума от этих преступников вексов, которые пришли за регатами, мы тоже. Ну да, вексов слишком смешно. Итак, твит закончен, ребята, твап, ни слова про топир, помните, да? Теперь вы можете вернуться и продолжить играть. Поняли, да? Поняли, вернуться и можете играть. Может быть, соберете свою боевую группу для еще одного забега на гелиостат или поэкспериментируйте с ограниченными по времени модификациями дробовика, или проверите, насколько мощным может быть волчий яд, или найдете способ обойти топир. Может быть, вы попробуете эпическую версию песков бесконечности. Одно мы знаем точно: нельзя лишать оружие его предназначения, так что обрушите на коллективное сознание вексов весь его хаос. Так и должно быть. Так, что у нас тут? Команда сообщества Destiny 2. Прикольно. Больше котиков, бога котиков. Ладно. На этом, в этом ролике у нас пока все. Лайки ставим, комментарии пишем, на канал подписываемся, колокольчик прожимаем, петицию подписываем, информацию про топира распространяем, продолжаем бороться с ветряными мельницами, но ничего другого нам не остается, если мы любим эту игру. Пока что, да, увидимся в следующих роликах и на стримах. Destiny 2. Не буду говорить о чем-то конкретном в игре. Мы выполнили экзотические задания. Это было плохо. Я уже говорил об этом. Я хотел обсудить кое-что, что, как вы видите, в сообществе, а именно видео о 2 путях развития Destiny. Так называлось видео, но он говорит о количестве игроков и тому подобное. Он говорит, что есть 2 пути развития: Destiny 3 и Destiny Classic. И я собираюсь прочитать немного из того, что он говорит в статье об игре. Это статья и видео. Так устроен мир сейчас. Хорошо. Он говорит, что последние 48 часов он размышляет. Я знаю, что вы хорошие бойцы. Есть только 2 можете пути, ли вы но ни один держать из них территорию? Какие есть пути для Destiny? Но это лучше, чем альтернатива, когда все просто умирает. Вы захватили думаю, зону к А, тому, что враг всё просто захватил умрет. зону С. Я думаю, что если портал не будет полностью уничтожен, и у них не будет достаточно ресурсов, чтобы вернуться к говорит, что нужно сделать Destiny 3. Это займет Получено много лет, преимущество и по ожидания зонам. будут очень высокие. И если вы справитесь, то готово. Назад пути нет. У вас не может быть ванильного запуска Destiny 2 для Destiny 3. Этого не может быть. Как вы помните, ванильный запуск Destiny 2 был не очень удачным. Начальная кампания «Красная война» была неплохой, но вся система была такой, когда у нас были статичные роли и не было настоящей погони за добычей или эндгейма. Потом, вскоре после этого, вышел Поддержать Сирис. Люди смотрят на это с некоторой ностальгией, но это было довольно плохо для первого запуска, и запуск с чем-то подобным был неправильным. Что он отличает? Они не работают в Destiny 3. Это не то, что происходит сейчас, если только это не на стадии разработки концепции, но я не думаю, что они в состоянии планировать так далеко. С тех пор Bungie сократилась вдвое, по крайней мере с тех пор, как была выпущена Destiny 2. И тогда вся студия работала в Сейчас у них есть пара сотен человек в Мэрисон. Оставшиеся сотрудники делают все возможное, чтобы выпустить какой-то контент в Destiny. И это то, что у нас есть. Все значительно сократилось. И совершенно очевидно, что они просто не могут делать то, что делали с большими дополнениями, сезонами или эпизодами. Вот где мы сейчас находимся. Проблема с Destiny 3 в том, что это единственное, что может изменить ситуацию. Я не думаю, что что-то еще может. Зона Не будет А ни одного потеряна. из этих Противника преимущество действительно по зонам. заставят вас настроиться на эту конкретную неделю и запустить это дополнение, и все. Проблема в том, что это почти невозможно, и на данный момент Bungie не может планировать так далеко вперед. Вам нужно было бы
начать работать над Destiny 3 прямо сейчас, чтобы выпустить ее через 4 или 5 лет, учитывая масштаб разработки игр и особенно такой масштабной игры, как Destiny. А потом у вас есть план по выпуску контента после запуска. Получено Банжи преимущество даже по близко зонам. не в состоянии это сделать. И Sony, похоже, не собирается выделять Банжи кучу ресурсов и кэш-памяти, чтобы масштабироваться, когда им нужно будет сделать что-то подобное. Я не думаю, Зона что Б Мэрсон в целом потеряна. будет успешным. У противника преимущество Я по так зонам. считаю. Так что если это правда, скорее всего, у вас будет много зон. Результат не будет засчитаться в том, чтобы просто вложить больше денег. Возможно, они смогут провести несколько это лучший сценарий. И концепция Destiny 3 теоретически является правильным ответом, но на самом деле это кажется невозможным. Другая часть этого заключается в том, что Sony не собирается просто сказать: ладно, давайте сделаем перерыв в контенте, чтобы все силы были брошены на создание Destiny. Этого не произойдет. Я бы хотел, чтобы это произошло. Я бы хотел, чтобы все это произошло. Вторая идея, которую предлагает, это Destiny 2. Это похоже на то, что сделала Old School Ронескапе. И он говорит, что все, что когда-либо обновлялось в Old School Ронескапе, проходило внутриигровое голосование и полностью зависело от сообщества. Я думаю, что Destiny Classic была бы неплохой, если бы ее сделали правильно. Я бы в нее поиграл. Ладно, это просто невозможно. Я не думаю, что есть смысл с Destiny 1. Частью Destiny Classic. Это самая классическая Destiny. Хотя, опять же, я думаю, что люди смотрят на это сквозь розовые очки. Зона Б потеряна. Почти во всем. У противника преимущество по зонам. Несмотря на текущую ситуацию, по крайней мере, в последние несколько лет это было так. Вы захватили Есть зону разница А. между Old У School вас Roneskapе, преимущество по которая зонам. на данный момент устарела. Осталось 5 минут. И если Отличное вы видели начало. Roneskapе, Не то оно опускать немного оружие. отличается от Destiny. Получено тотальное преимущество. И сейчас совершенно очевидно, Усилить что Банжи натиск. не может просто выиграть. Зона С потеряна. Например, все это было убрано по какой-то причине, потому что им нужно было уменьшить размер игры, но им также пришлось бы перестраивать буквально все с этими обновлениями машинами. И возвращаться и переделывать личность было бы не лучшим использованием ресурсов, если это вообще возможно. Например, вы, возможно, помните новости из судебного дела, где ребята сказали, что больше не существует. Да, поможет Бог, если это было сделано в результате голосования сообщества. Представьте, как бы это восприняли в сообществе. О боже, каждую неделю была бы гражданская война из-за того, что нужно добавить. И Банжи не может просто сказать: ладно, хорошо. Но голосование было... Если бы вы это сделали, я думаю, вы бы просто сохранили ностальгирующих игроков. Я не думаю, что это создаст новую базу игроков. И я не думаю, что это аудитория Зона Б потеряна. Противник получил преимущество. Да, я бы поиграл. Кросс бы поиграл. Самые большие создатели Destiny. Я небольшой. Я просто имею в виду, что все создатели контента самые большие игроки в игре. И знаете, самые преданные, за исключением... Но это даже отдаленно невозможно. По крайней мере, Destiny 3 точно возможно. Зона Б захвачена. У Они вас просто не преимущество собираются по этого зонам. делать. Так что все это очень печально. Но я реалист и не вижу другого пути, кроме этого. 3 минуты. Деритесь храбро, и победа будет за вами. Это скорее кайфоломщик, братан. Лучшее, что они могут сделать, это убрать портал. Ну, если А еще убрать тапира. Портал, пусть хотя бы сделают его второстепенным. И даже если они не смогут вернуться к тому, что было раньше, пусть будет что-то вроде сезонов или старых дополнений, чтобы люди хотели заходить в игру чаще, чем 3 раза в полгода.
опять же, я даже не знаю, возможно ли это. Я Зона думаю, что Б портал потеряна. настолько ненавидит, Противник что получил они либо преимущество. уберут его, либо внесут в него серьезные изменения. Гораздо больше. Осталось чуть-чуть. Вперед, к победе. Минус На этой 2. неделе, или подождите, сегодня четверг. Они собираются сделать объявление о больших изменениях в портале или что-то в этом роде. Зона Но С опять же, это будет больше рук и захвачена. больше усилий. У вас преимущество по Я зонам. не знаю. Я не знаю, что будет дальше. Так что я думаю, что это интересный диагноз. Я много говорил о Destiny 3, но либо этого не произойдет, либо это невозможно. Зона С потеряна. Так что мы можем Противника обсуждать все это. преимущество по Кто зонам. спасет ли Destiny 3 игру или нет. Зона Б захвачена. И да, я Получено думаю, что это вернет преимущество по игроков зонам. и увлечет новых. Потому что 5 лет это бонус. Один за другим. Победа — это все, о чем я Довольно прошу. большой перерыв. Молодец. Но Bungie не в том положении, чтобы Sony позволила этому Потрясающе. Редфреймы Если могли бы бы они были поучиться у вас независимы, контролировать не территорию. Потому что в прошлом мы слышали инсайдерские сообщения о том, что если количество игроков продолжит падать, Bungie больше не будет существовать. Так они говорили. И это одна из причин, по которой они продали компанию. Сейчас количество игроков рекордно низкое. Так что я уверен, что Sony это не нравится. Но учитывая то, что должно было произойти после Final Shape, это было неизбежно. Я не знаю, когда наступит точная возврат. Возможно, она никогда не умрет. Иногда я задаюсь вопросом, не сделают ли они что-то вроде Division и просто повторят старые сезоны с добычей, или чем-то вроде перков для брони. Это может стать целым видео. Это было бы смешно. Это было бы похоже на олдскул РНСКП. Не совсем, но никто бы не голосовал. Но мне интересно, могут ли они когда-нибудь сделать что-то безумное. Но может быть я сделаю еще одно видео об этом. Ну да, в любом случае, спасибо, что посмотрели, и скоро увидимся. Берегите себя. Как лучше кашки пошел в Лего играет какой-то.
Побежденный соперник роняет герб. Хватайте его. Вы лидируете. Все как один. Вот это по мне. Два по цене одного. Да, страх. Вот это настоящее мужество.
Осталось 5 минут. Мертвый враг никого не убьет. Ха-ха! -2. 3 соперниками меньше. Минуты. Деритесь храбро, и победа будет за вами. Остановил. Два по цене одного. Победа неминуема. Два по цене одного. Заслуженная победа. Варлоки, охотники и титаны. У всех у них были гербы, и ты их отнял. Отличная работа.
Хоть яйца курицы. New league reveals details on Marathon's pricing, deluxe edition, season pass, pre-order bonuses for Destiny 2, and launch weapons. I don't know if y'all been seeing, but supposedly Marathon's been cooking. Anybody in here want to break into? I'm joking. We're not going to break into EA. Мы убили свидетеля, что теперь? Логичный вопрос, с которым задались многие стражи после того, как прошли сюжетную кампанию финальной формы и миссию на 12 человек, в которой мы как раз разобрались с тем самым кукловодом, пирамидоподобными кораблями которого нас пугали с релиза Destiny 2. Теперь не совсем понятно, с кем мы и для чего сражаемся, неясно, как будет выглядеть будущее самой игры, чего нам ждать, бесконечной донатной дойки на эпизодах, нового дополнения, что такое Destiny 2 фронтиры и будет ли Destiny 3? Горячие вопросы, однако. С меня попытка ответить на них, с тебя заваренный чай и лайк под видео. Итак, что дальше? Ну, тут у нас есть определенные рамки для ответа, на самом деле. Есть то, что известно официально, и то, что известно официально по слухам. Bungie не спешит рассказывать нам обо всех своих секретах. Они вообще затроллили нас нормально так. В первую неделю после релиза дополнения анонсировали стрим под громким заголовком Destiny 2 путешествие продолжается. Мы, игроки, конечно же, подумали: вау, разрабы решили ковать пока горячо, пока у игроков на пределе интерес к игре и хотят сразу продать нам будущее игры, триквел или DLC. Собрались мы с вами на стриме, нам показали эпизоды и обещают неожиданные повороты в каждом эпизоде. Ну посмотрим. А сейчас какой-нибудь неожиданный поворот будет? Мы за ним пришли. 11-й год. Что будет через год с Destiny? Кодовое имя Фронтир. Зоны будут Учение продолжается, 25-й год. Ну и? Не говорите, что это все, что вы нам просто рассказали про 3 эпизода. Это же не все. Это все? А делов-то был, а обещаний-то было. Ну ё-моё. Да, нам просто еще раз рассказали, что Bungie отказались от сезонов и заменила их эпизодами, которые по сути являются просто сезонами с другим названием, о чем я уже говорил в отдельном видео. Но если в 2 словах, эпизоды — это самый главный реюз и рескин в игре. До финальной формы Bungie говорили, что сезоны позади, теперь будет новая модель развития контента, более завершенные самостоятельные эпизоды. По описанию напоминало доработанные небольшие такие дополнения типа Dark Beyond или House of Fools первой части и Warmind времен второй части, все вот им подобное. На деле один в один те же сезоны с минимальным отличием. Первый эпизод, в котором мы сейчас находимся, называется Эхо. Он посвящен выяснению того, что стоит за новой угрозой, внезапно появившейся на Нессе. Следующий эпизод, Неупокоенный, будет посвящен Фикрулу, и по описанию Bungie этот эпизод будет выполнен в стилистике темного фэнтези и неким подобием вампирской тематики. Это любопытно. Ну а после этого будет эпизод Ересь, где мы вернемся на Дредноут Орикса и посмотрим, что там происходило все эти годы со времен первой части и дополнения The Taken King. Кстати, еще по недавним анонсам разработчиков, в 3-м акте первого эпизода, который стартует 27 августа, в игре появится самая большая экзотическая миссия в истории игры, что безусловно интересно. Так что это мы ждем. Удобно, что эпизоды можно покупать отдельно, пропускать неинтересные и залетать на фарм того, что любопытно. Но для покупки нужно как-то пополнить кошелек Steam, например. Как это сделать? Очень просто. Рассказываю. Заходим на сайт Купикод, вбиваем логин своего Steam аккаунта, выбираем нужную сумму и не забываем специальный промокод на скидку. Сейчас, когда начинаются летние распродажи в Steam, выгодно пополнить свой список игр было бы очень приятно. Для этого и забирай в описании к видео специальный промокод, с которым пополнение баланса Steam будет с самой низкой комиссией на первый
первое пополнение 10%. Помните, что скидки на сайте синхронизированы со Steam, что очень удобно, когда там проводятся крупные распродажи. Если лень регистрироваться, можно через ВК или Telegram заходить, но для зарегистрированных пользователей на сайте кэшбэк еще действует на каждое пополнение. В каталоге можно даже найти те игры, которые недоступны в региональном магазине РФ. В общем, если вы все еще не купили финальную форму или хотите купить на скидках другие игры, ссылку на сайт оставлю в описании. Думаю, многим сейчас это точно будет полезно. Ну что дальше-то? Что там в 2025 году? На этот счет, как вы видели во фрагменте со стрима, у нас есть загадочный заголовок Destiny 2 Frontier. Сразу говорю, нет ни малейшего шанса, что это кодовое название Destiny 3, потому что тут в лоб нам показывают логотип именно Destiny 2, так что без шансов, еще раз, никакой теории тайны тут особо не придумаешь. Но о них тоже попозже поговорим. Frontier воспринимается как намек на освоение космоса и миров за пределами Солнечной системы, в которой разворачивались события как первой, так и второй части Destiny до этих самых пор. Подтверждение этой догадки можно найти в комментариях разработчиков для Kotaku. Робби Стивенс, помощник директора Destiny 2, рассказал о том, что они слишком долго работали над линейным повествованием в мире Destiny, и теперь хотят вернуться к расширению миров во вселенной игры в более таком широком смысле, в более вертикальном, что ли. Так что если и делать какие-то предположения о том, как будет развиваться игра в ближайший год или даже два, то скорее всего Destiny 2 Frontier даст старт еще одному году, состоящему из эпизодов просто в иных мирах. Но многие в сообществе беспокоятся о том, что дополнений для Destiny 2 может больше и не быть. Я имею в виду ежегодные большие дополнения. Поводом для таких подозрений стали кадровые перестановки и некоторые заявления представителей студии. Например, Катарина Масиду, надеюсь правильно прочитал имя, руководительница проекта, ответственная в большей степени за работу над дополнениями, которая регулярно появлялась в видеоматериалах студии перед релизом финальной формы. Всего несколько дней назад она объявила, что после завершения работы над финальной формой она переходит из Bungie в другую студию. Есть подозрение, что эта другая студия тоже находится под крылом Sony. То есть лид по дополнениям ушла, директор игры тоже недавно сменился, как мы помним, а тем временем Bungie упоминает в своем желании отойти от линейного повествования. Все тот же Робби Стивенс говорит в статье: весь контент, который появится в 2010 году, станет катализатором того, что произойдет в Destiny 2 и какие из сюжетных нитей перейдут в будущее. Хочу подчеркнуть, что мы выходим за рамки линейного повествования, переходим к самостоятельным событиям и эпизодам, в которые легче погрузиться и в которых легче участвовать. Вам не нужно знать обо всем, что происходило раньше, чтобы насладиться этой историей и получить удовольствие от игры. Все это наводит на мысли о том, что как раньше игра развиваться уже не будет. И в ближайшее время Destiny 2 встанет на рельсы выпуска эпизодов без дополнений. Одна история за другой, но никакой прямой связи между ними. Но есть и полярное мнение о том, что Bungie просто финансово невыгодно отказываться от дополнений. Об этом, например, написал Пол Тасси в Forbes. Он считает, что отказ от DLC может стать катастрофой для студии, поскольку сейчас Bungie делает большую часть выручки на крупных ежегодных дополнениях. Никакими эпизодами, донатом и ивентами эту разницу в падении выручки не компенсировать, по крайней мере на краткосрочном планировании. Тем более, что мы до конца не уверены, будет ли Destiny 3. Ладно, я не верю, что говорю это, но давайте теперь обсудим вероятность Destiny 3. Долгое время ее отрицали напрямую, уже со счету сбился, сколько раз отвечал сам на вопросы подписчиков, что любые ожидания Destiny 3 это путь в никуда. Но вот теперь, когда десятилетия саги позади, кажется, что идея приквела не такая уж и пустая. Все в том же видеоролике, рассказывающем о грядущих эпизодах, можно заметить вот такой фрагмент. От странника исходят путевые линии, такие, какими изображаются эпизоды. Всего их 13. Правда, одна из них почему-то сразу превращается в красный крест, так что, пускай будет 12. Почему так, сейчас не суть важно. Так вот, если считать, что в год выходит от 3 эпизодов, как сейчас, а всего этих маячков 12, то можно сделать предположение, что до 2027 года запланированы выходы таких вот эпизодов. Может ли это означать, что Destiny 3 появится к 2028 году, через 4 года? Да, это все
тоже домыслы, играющие с ПГС и все вот это вот. Все же окончание арки света и тьмы в Destiny 2 и витающая в воздухе растерянность игроков относительно будущего игры и чувства «кажется, мы прошли Destiny 2», все это крайне комфортная почва для того, чтобы любой, даже самый грубый слух о Destiny 3 обсуждался с особым вниманием. Но с другой стороны, у Bungie сейчас вовсю подготовка к релизу игры Марафон, который должен выйти в следующем 2025 году. Кажется. Официальной даты у нас релиза тоже все еще нет. Так что вполне может быть, что если работа над Destiny 3 идет, например, прямо сейчас, то по срокам релиза ложится довольно органично. Финальная форма в 2024, марафон в 2025, новая игра в 2028 году. Какие еще намеки на Destiny 3 мы видели за последний месяц? Ну вот, например, этот, о котором я уже писал у себя в телеграм-канале. Хорошо нам всем известный Люк Смит, креативный директор Destiny, запостил серию из 3 твитов в день перед релизом финальной формы, в которых поблагодарил всех, кто работал над Destiny на протяжении 10 лет, а также поблагодарил игроков. Наша надежда всегда сильна, когда мы говорим об игре Destiny, включая ее сезоны, DLC, экзотические миссии, секретные задания, внутриигровые ивенты, мерч и так далее. Мы искренне надеемся, что вам нравится время, проведенное в этой вселенной. Все, что мы делаем или сделаем, это и есть надежда. Игроки обратили внимание, что твиты опубликованы 3 июня, их всего 3, а в 3-м твите слово «hope» выделено с большой буквы и упоминается 3 раза. Теория притянута за уши, скажет кто-то. На самом деле тизер Half-Life эпизод 3. И было бы правда смешно так покекать над теми, кто постоянно что-то желаемое выдает за действительное, но полным бредом ее назвать не получается. Ведь именно Люк появился в начале геймплейного ролика в финальной форме и говорил о том, что дополнение не завершает вселенную игры. И у них еще есть что нам показать. С таким загадочным прищуром. И это я еще не говорю о тех слухах, которые сейчас ходят тут и там. На Reddit появляются сообщения о том, что Destiny 3 уже вовсю разрабатывают, что там отказываются от системы классов, и игроки будут изучать и переключать их на одном персонаже, чего только не обещают. Но к этому я серьезно не отношусь и вам тоже не советую. Что я вообще обо всем этом сам думаю? Меня пугает перспектива того, что Destiny 2 на ближайшие месяцы и то и годы может остаться в режиме эпизодов. Это логично, как я уже говорил в видео про эти самые эпизоды, для тех, кто играет в игру набегами. Но я не верю, что это удержит многих играющих сейчас. Я спросил об этом у вас, у себя в Телеграме, и ответы тоже были примерно такими же. Большинство не готово оставаться в игре только на эпизоды. Ну а Destiny 3... Я все еще не думаю, что о ней стоит говорить серьезно сейчас. Нет, я совсем не исключаю, что она будет, все может быть, но мусолить догадки и слухи не вижу смысла. Их обсуждают уже 3 года, если не больше. Будут конкретные данные, будет больше инфы, тогда и обсудим, а сейчас нет смысла. И вот еще что меня беспокоит. Bungie как-то говорили, что хотят сделать из Destiny медиа-глыбу уровня Marvel. И вот сейчас, кажется, игра стала как Marvel, но только по-другому. Сейчас мы увидели свою локальную версию Мстителя Финал, и теперь фанбаза не понимает, зачем смотреть / играть дальше. Киновселенная Marvel после Финала — тень себя прошлой, не знает, как себя пересобрать и переизобрести свою формулу успеха. Destiny 2 также дошла до пика, дала нам лучшее дополнение из возможных, но теперь вечеринка окончена и гости пытаются понять, стоит ли задерживаться и ждать афтерпати или лучше уйти на хорошие эмоции домой. Какой вывод я сделал для себя, вы и так уже в курсе. А что скажете вы? Пишите в комментариях. Я с удовольствием читаю каждый коммент сейчас и буду рад обсудить эту тему лично с вами. Спасибо за просмотр, удачи! Самый лучший из лучших, сэр. Отличник.
Я с этим запросто справлюсь. All right. New CrossFit. We've hit rock bottom. I will ban you. I will ban you. This was shot in front of a live studio audience at twitch.tv/Swetsicle. This information right now. I know you guys have seen it, but this is the tweet that Bungie put out yesterday, and trust me, I am very surprised. As we continue to develop power and progression changes for Destiny 2 Renegades, we'd like to announce the following changes. Seasonal power will now carry over into Season 28 in December. There will not be a seasonal power reset as in past seasons. We had seasonal power resets in past seasons? Oh, artifact power. Yeah. Oh, I hardly even count that. Yeah, I hardly even count that. Most of the time, it was always It's basically the same concept, though, to some degree. Small. It'd be like 10 levels. Nothing on the level that the power reset was supposed to be coming up. You know what I mean? The power reset coming. Chat. I just farted and it absolutely reeks. How do I pronounce your name? Something Mama. Thank you very much for the biddies. I appreciate it. Up was going to be, again, Bungie was trying to model like Path of Exile and Diablo, where you have like almost like a complete reset. Now theirs wasn't a complete reset, but you would have been knocked down to 200. Additionally, your unstable course will carry over into Season 28. Well, I'm broke as is, but is it Zuli Mama? That's what I thought. Next week, a catch-up will be available to boost players to 300 power. We will provide additional information on these changes and more in the tweet on Thursday. All right, so this is crazy. This is crazy, guys. Now, you may be wondering, why is Bungie doing this? Weren't they dead set on this new model? Isn't grind everything we got? We don't exactly have content. I think a big reason for this, guys, and I'm sure you saw the article going around yesterday, is this right here. This was posted yesterday, but following the weekend here. Destiny 2 hits lowest player count on Steam in franchise history as community reaches breaking points. I don't trust Bungie anymore. I don't even know. Like, the community is not even saying this anymore. I just think the community has reached a point of apathy. At what point they are saying that. It's very evident that people don't trust Bungie anymore. They love Destiny, but everybody does not like Bungie. Their business practices are very shady, and they treat their community like garbage. Would still log in and look around. Thanks for the prime, like, Troy. What is there to do? Even then, though, if they didn't have anything to do, they'd log back off, but maybe they would log back in. Now they're just reaching a point where they just don't even log in anymore. We're going to look at the Steam chart numbers in just a second. It's rough, guys. It's rough, man. Too hot here. This was posted yesterday again. Destiny 2 just hit its lowest player count on Steam since launch. Between new systems introduced in the Edge of Fate, controversial changes, and fading trust in Bungie, longtime fans are walking away. If you've been following the news lately, you probably know that Bungie's popular MMO Destiny 2 is not doing so well right now. Back in July, the studio launched Edge of Fate, the latest expansion that kicked off the next multi-year saga for the game. Now, over 2 months later, the game's population has sunk to the lowest ever in history. The Edge of Fate launched with just 98,211 players on Steam, less than 1/3 of the Final Shape's 314,634 day one peak. That drop wasn't entirely unexpected, since the Final Shape marked the ending of Destiny's 10-year Light and Darkness saga, a natural stopping point for many longtime players. Okay. So that is something I've heard a lot, is like a lot of people after that didn't even know they were making another expansion because they said, oh, the Light and Dark saga is done here, and then it just wasn't because they want more money. I've literally talked to people that were like, they legit did not know that they were coming out with an expansion. They're like, oh, really? I thought it was done last year. Okay, so maybe not unexpected, in my opinion. I think the higher-ups at Bungie, they needed to see it to believe it. I wonder if they truly thought that they would still be making all-time highs while still remaining inside of this Destiny 2. You know what I mean? I wonder if they thought that there's no need for a D3 because Witch Queen made a new all-time high. Lightfall, despite its reception, made an all-time high. Yep. Shape 2. I'm sure that's what happens. They relied too hard on their free-to-play model, and they thought they could just coast without having to do anything innovative. Basically, they got complacent, and now it's come back to bite them in the ass. The other thing that I'd like to touch on before we go any further, so with this whole thing, like the first part,
where they were talking about how they were reverting the seasonal power change, like they're not gonna take away the power. I saw a really interesting comment that was, I feel like, very true below this tweet. Someone had said, it's like, it's embarrassing that they have to basically get cyberbullied into making the right decision. Like, it takes a enormous amount of community backlash and bullying towards Bungie for them to just walk back a stupid change. And then everybody celebrates it like it's God's gift to gaming. It's 100% true. There's so many people that glaze. They're like, oh, W Bungie, great change, guys. It's like, dude, this should have just never been a thing in the first place because their entire community was telling them, we don't want this. This is a bad idea. We should not be celebrating things that we communicated in the first place that were a bad idea. And then months later, they're like, oh, we're gonna do this. That's not how you create a good cycle, or how do you put this? That's not how you, like, that's just not good communication. It's not a good feedback loop. Witch Queen made a new all-time high. Lightfall, despite its reception, made an all-time high. Final Shape 2. I'm sure that, you know... and that is the other thing. You are right. In essence, that walking back that change doesn't really do anything for the game, for people coming back. Like, I don't know how much time and resources it's going to take to just walk back that change, but yeah, in essence, like, it's a good idea to walk it back, but it doesn't really do anything for the future of the game. Yeah, there's this whole argument took place between Live and Les on this. I think actually having to experience and see the numbers. I'm sure there were people at the top. It's like, no, we're fine. We can keep just making everything within Destiny 2. With Edge of Fate, however, Bungie made a bunch of major system-wide changes to how Destiny 2 plays. One of the core additions was the Portal, a new system. Thanks for 37, Botchla. Good to see you, bro. Player experience and overall replayability of the game. Since it launched, the Portal has become one of the most debated features in the community. Many players say this overcomplicates the experience instead of improving it. Look, there are aspects of the Portal I really do like. Like, I like the ability to customize difficulties, even though that does mess up matchmaking. You don't need the Portal to choose a difficulty option, though. The modifiers are stupid. They need to be removed. Add difficulty options to activities. Take away the Portal. It's that simple. Like, in essence of, like, making it what the players want. So the thing is, I've been saying this for years. If you want to go check, like, my New Light videos, every time we check out, like, you guys know every year they change the UI. For some reason, they have some weird fetish where every single year of Destiny, they have to do some big overhaul to their UI. Even though, like, at a certain point, like, their quest and story UI was, like, perfectly fine. But every single year they've changed it and, like, moved the order of things, and it's just so weird. I don't know why they do it every single year. It just feels like a tremendous amount of wasted resources. But let me back up here. Improve the new player experience. I needed to see this to believe it, because I had heard the new player experience in Destiny was terrible. Here this past weekend, we started a new character. We went through the entire process of going through the new light. I'm not even gonna call it a campaign. I don't know what the fuck it is. We did it. It is arguably the worst onboarding gaming experience I've ever played. And this spans every MMO I've ever tried. Even the most trash fucking MMO dumps back in 2012. Okay, there is nothing for new players other than, hey, go kill some ads. This is how you shoot. And ability. You're gonna have to buy some shit, by the way. And that's it. And then not only that, the story just immediately throws you in everything. There's no, like, Red War campaign, which would have really been a great onboarding experience for new players. It's just, here's some fetch quests, now buy some shit, which is the worst onboarding experience I have ever had in my life. I can't believe. You know what the crazier part about this is, too? Hold on, let me see if I can pull this up. I don't know if it's still active. Let me see. Look at the Destiny 2 store page. Oh, it's not on sale anymore.
It was. I saw recently there was a sale where you could get everything for like, I want to say it was like 15 bucks. It was like 95% off. And the player numbers are just horrible. It was $13. You guys see that? Believe how bad it is. I can't believe that it's even. I can't even believe it exists in this game. Like it's. And there's people that actually defend this. We actually have people commenting. Going, it's great value, but it's just nobody cares right now. This is how MMOs are. No, they're not. Look, man. From Aeons to Final Fantasy 14 to Warframe to hell, even RuneScape, which just drops you into lumbers. All of those games have better onboarding experiences than Destiny 2. So I feel very strongly here about the whole debate around improving the new player experience. They've been saying this since the game went free to play. Our focus is to onboard new players. We want new players to have a good experience. They've been doing this for, what, 4 years? And it's continually gotten worse every single year. At what point do you stop throwing money and resources towards the new player experience and just focus on, I don't know, maybe a quality expansion and people will come naturally? Bro, their priorities are just so out of whack. And the portal being the thing that was supposed to do that. Ain't no way in hell, man. You can't fix the boats that's actively sinking by just mending the cells. You know what I mean? If that bitch has got a hole in it, you gotta address the goddamn hole first. Who's defending the portal? People are defending the onboarding experience. This is on the most recent video we put out. Nobody is defending it. Not for real. I've just gotten back into the game. $20 for a dungeon key just to get an exotic is ridiculous. That's how they get you, man. I wonder if that's on purpose, though. I don't know. Have those dungeon keys ever been on sale? Thanks for the prime, Ryan. Yes, it is. They've never been on sale. That's interesting. Because obviously, like, if you buy an expansion on sale, you'll get the raid, right? Which means you get the raid on discount, which is usually the better value over a dungeon. But for the dungeons to never go on sale, I also just don't like that they're sold separately. Like, the dungeon should just be a part of the expansion. But, yeah, do you think anything's going to change with that? Absolutely not. It's a little too late for that. I suppose in future expansions they could just include it with it, but they would probably hike the price anyway. Your year-long deluxe edition will go from $100 to probably $120. They would just include it in the price, probably. You know? There was something insane that this is common and that it's completely acceptable to be honest. I can't believe it. Again, man, sometimes we just stand and say, think about it. All right, now the Glazers are crazy. Showing that industry player count is for the lowest according to Steam Stars Institute's average player count in the last 30 days, 618,439, the lowest it's ever been since the game arrived on Steam in 2019. Even January 2025, completion of that record is 18,542, has now been passed. September 2025's monthly average was 19,207, which is a minus 44% month over month. Keep building that momentum, guys. We're building it downwards, not upwards. Keep it up. Thanks for the prime D3. You know where I'm coming from? Eventually, though, we started making it to page 2. And I was like, man, ain't looking too good. And then it was like, wait, now we're getting to page 3? What the fuck is happening? And then it just keeps going. You know it's bad when you can't even go down the list anymore. You gotta go type in your web. You gotta go type in your game. God, dog it, dude. Yes, no, it's not good, guys. It's not good. Let me go find this. Let me go find this on the Steam charts. Hold on. We're at 11,000 right now, so I know where to look here. All right. Granted, this is right before reset. Destiny's not offline yet, I don't think. But yesterday I checked it too, and we were around 14,000. The point is we have dropped out of the top 100. We're getting beat by Fallout 4. Okay. Hogwarts Legacy. We are not getting beat by Hogwarts Legacy, bro. Are you serious? No.
We're getting beat by The Witcher 3. Bro, this game came out like in like 2013. Well, it's a better game. That is the most savage YouTube chat message I've ever read in my life. The final, which we actually returned when we really played finals. Everybody talks shit about New World. New World's big, guys. Big New World. New World has a new DLC next week. Let's go in this shit. How old is Witcher? No, this is a bang game. But Witcher is beating us. A 10-year game. 11 years at this point. And look, everybody's like, I've got so many comments. Like, bro, way to keep doing it. Brother, it's not even doom posting. It's literally looking, we're looking at the data. And also, it's YouTube's fault for watching the drama. People only want to watch drama right now. They don't want to watch it. Bro, if I booted up the stream and said, I'm not going offline until I solo flawless every single raid back to back to back to back, people are going to care less about that than me making a 20-minute drama video sitting in my chair. That's how you know it's fake. That's how you know it's fake. this is bad. This ain't even new posting no more, brother. It's just reality. Yep. We don't do something. Get a grip. We may drop down below 2,000 players. Because after the wall between Dad and Renegade, there ain't nothing. I'm not even sure Renegade is going to pull it off for us. And when Bungie making changes like this, they know it's bad. Battle of 6 on Friday is over. I think we're going to hit some more record lows, guys. Record lows, probably. Look, and there are people I've done a lot of comments on Brawl, don't like games. I want you to know that type of stuff is exactly what people are doing. Okay? Yeah. Okay, yeah. So the people who have been saying that for years, if you don't like Destiny, just go play something else. Okay, people are now, and your game is about to die. Now how do you feel? Now how do you feel, man? Destiny 2 could literally be weeks away from shutting down, and we don't know it yet. Because they said the same thing back in February 2018. They said they were 5 weeks away from having to close down their doors because of how bad the player count was. I can pull up that exact quote from the Game Developer Conference 2022 if you'd like me to. If you don't like it, then just play something else. Guess what? Before playing other things. Battlefield 6 is coming out this coming Friday. Arc Raiders is coming out this month. There are other games that people are definitely going to. It won't shut down because of Sony? All last week. Bro, if you think Sony won't cut them loose, with the game, then just move to Scott. It ain't working out. Because that's exactly what Sony's there for profit. Bungie has not proven any profit over the past 2 years. We will probably make a video on my two schools, but I will redo the video. There's only 2 rounds, and neither one of them are easy. Matter of fact, they're both going to be hell, but better than the alternative, which is everything just dies. Option 1. Let me make that very clear on that point. When Bungie was purchased for $3.6 billion, 50% of that price, aka $1.8 billion, was for future projections of what Destiny would make. Since they were acquired, 3 years ago, do you think they've gotten anywhere near making that back? No. You are smoking crack if you think they've even done a fraction of that yet. And I know that's supposed to be over the longer term, but if you gave them another 7 years with the current trajectory of the game, they're not making that up. Which is why you're seeing a lot of high executives, Pete Parsons, as soon as his shares vested, he dipped out of the company. Because he took his fat Sony bag and left. Gotta do a D3. Gotta do a D3, man. Now that's many years out. And the expectations will be so high. And if you shoot that up, done. Done. There's no coming back. No coming back. You cannot have a D2 vanilla launch for D3. They'll never happen. If D3 rolls around and we gotta go through the same painful lessons that we went through with you during D2 and D1, done, man. Everybody's fucking done. But that's option 1. Option 2. Updates out? Okay, we'll finish this video. Done right.
You need an entirely We'll get different game director over it, and it needs to split. It needs to split. Hold up. Hold up. I used to play a game called RuneScape, and this is what happened in RuneScape. It's not that I want Destiny, I just wish this game didn't become the microtransaction hell it has become. I'm not even sure a Destiny 3 can fix the tattered reputation of Microtransactions are not the problem. It's the companies. It's not even worth getting into. That could be a 40-minute video in itself. A modern MMO, and you know what? Are they a problem? Yes, but they are not the problem. That made it a modern MMO. And subsequently, they killed off their player base. Even a dedicated player like myself that lived and breathed that game, I quit. I was done with it. Now, someone had the idea, JX, I don't know who, to launch old school RuneScape, which was a 2007. Cross in his RuneScape, man. What ended up happening was they developed old school RuneScape alongside RuneScape 3. I swear to God, he needs to change his legal name to Cross RuneScape Jones, bro. It was very obvious where the players felt like the game was better, where they felt like they were being heard more, and Destiny old school RuneScape became a completely community-driven game. Everything that was ever updated in that game had in-game polls, and it was completely community-driven. All the terrible microtransactions that JX had put inside of RuneScape 3, they did not have them inside of RuneScape. You paid a membership, a 1-month subscription, done. That was it, and you got to play the game. So yeah, look, man, I think a Destiny Classic would be pretty good if it was done right. I would play it. No. Now DMG did follow up, by the way. Yeah, you'd play it for a month and then there'd be nothing to do. Let's not bullshit ourselves here. Team is also jamming on the roadmap, locking in dates and exacts. Hope to have it out soon. DMG, I hope it's good. This is just my opinion. I think Bungie just has no manpower. I think they got no man. Again, like, this is good, but like this should just be the baseline. This shouldn't be like, oh, this is some revolutionary thing. Like we're actually communicating. Hence why it's taking this long to get us a roadmap. Hence why we can't lock in dates right now. Hence why this exotic mission got pushed back the way it got pushed back. I just think, and you know, there's a variety of reasons why that may be, but the reality is that's just what's taking place. Slap that like button like your mama told. Good video from Cross. I feel like there's a lot of good points brought up, but like people honestly just need to get a grip. Again, nobody has bad intentions for Destiny, but you at a certain point you just have to face facts of what was the phrase I said yesterday? You play the cards that you're dealt, not the cards that you want. Well, that's a great place to cut the video. YouTube, if you enjoyed these reactions, make sure to subscribe and come check us out on Twitch. Biggest forehead on the website. Thanks. All right. Great reaction. Fantastic.
Не, ну понятно, потому что любой гайд объясняет сразу все позиции, а когда ты идешь сам, тебе объясняют конкретно твою позицию, и, соответственно, информации в разы меньше. Потому что не меняет IP, Сань. Ну и слава богу, что нет. Потому что иначе бы, блин, не получилось бы пацанов продвигать. Дискорд как раз заблокали, а вот эти нет. Да какие механики, блядь, у меня тут, блядь, я телепортнулся, меня устроил, нахуй. Да, ну я с терминатором. Когда надо будет сбить этот кристалл изначально из буквы Е, попробуй одновременно носить или с запретом. Вставляя писю. Здравствуйте, дамаг. Да. Стал сломать. Прячемся от луча Да, ну какой ты... И еще. Какой-то. Я там сейчас теряю дизайн. Чтобы ты чувствовал.
действительно нормально. Металлы вещички получше. Как это? Надо, короче, набрать психолога потопила. Если много будут платить, то я согласен быть психологом потопила. Жизнь не заканчивается на топиле, но потом есть ловля. Писать знак топила. Кристалл, сломай лезть. Квадратик. Установили, что курица. Лево. Получается, да, Саня, курица размножалась по-другому, а потом в процессе эволюции у нее появились яйца. Я щас. Кристалл и дамаг. Не жарь меня, пожалуйста. Да сука, выпусти, уёбок! Делайте серьезно. Вот, надо дать мне пускай. Нет, рано. Третий босс. Да не, еще на третьем надо знать. Там вроде это стал, делится Стали сломать, которые открыты. Босса? А, Джон. Так, что там? Терминатор. Он давно задерживает. Идем.
хотел кристалл, что мне стрелять нормально. Антон, ты бот перевел? Да, да. Надо кристалл, чтобы ты открыл. Я целюсь. Ты целишься, нет? Вот этот зеленый, который. Да, нет, ну, лучи идут, а который вот просто. Активируется. Да, во. Его теперь сломать надо. Вот, заебись. Пошли к вам. Работаете. Женщины зарабатывают? Отрабатываем. Отрабатываете, женщины, да. Телефон так, что у нас тут? Я один бак возьму. Ты не бери. Нам, короче, надо стоять под цветом, считай ее, и назвать две катушки. Они, короче, если как смотреть на плиту с бафом, слева направо 1, 2, 3. А цвет бафа другой, ничего страшного. Так, смотреть. И вот типа как если стоишь на плите с бафом, то 1, 2, 3. Ваше королевское высочество, наследный принц. У меня для вас очень хорошие новости. Дженсен Хуанг, глава NVIDIA, прислал для вас новую видеокарту RTX 5090 из чистого золота, инкрустированную бриллиантами. Не хочу. Все равно все игры тормозить будут. Из России вам прислали золотой танк. Для мира танков. Нет, просто золотой танк. Не хочу. О, футбол хочу. Вы хотите купить новый футбольный клуб, наследный принц? Не, весь мировой футбол хочу. Electronic Arts мне купил, у них есть этот футбол. Буду вот им рулить, покупать, продавать. Хорошо будет, отлично. Покупать. Наследный принц, у нас такая репутация на международной арене. Я боюсь, женщинам Electronic Arts это не понравится. Кому? Ну, женщинам, которые работают в Electronic Arts. Зачем женщинам работать? Они должны сидеть в гареме, получать от жизни удовольствие, спокойно отдыхать. У тебя, кстати, есть гарем? Нет. О, купим Electronic Arts, будет. Из женщин Electronic Arts? Да. Не надо. Я не понял, ты не уважаешь женщин? Уважаю, но... Вот из-за таких, как ты, у нас потом и репутация. Иди, купи Electronic Arts и научись уважать женщин, в конце концов. А то что это такое за заявление? Обидно, да? Да, ваше королевское высочество. Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И это подкаст про игры, где мы обсуждаем самые важные темы за прошедшую неделю в игровой индустрии. Главную тему на прошедшей неделе мы уже обсудили. Филя Спенсер сказал, что Xbox его больше не интересует, Game Pass его больше не интересует. Повышение цен на Xbox, повышение цен на Game Pass. Из-за этого огромное количество людей возмутилось. Люди говорят: Филя Спенсер, мы больше не с тобой. Отказываются от подписки Game Pass. В общем, начинается бурление. Я не знаю, как это бурление переживет корпорация Microsoft, но скорее всего ей плевать. Плевать по одной простой причине: ни одна ставка не сыграла, Xbox не нужен, игры лучше всего продаются на PlayStation. Если что, лучшие продажи Black Ops 6 были на PlayStation. 82% продаж на PlayStation. Именно оттуда они получили огромные деньги. Зачем Xbox?
Его еще нужно развивать, поддерживать, вот эту ерунда какая-то. Кроме этого есть Game Pass, который опять же нужно поддерживать, постоянно накачивать его играми, тем более своими. А свои игры делать в достаточном количестве, чтобы наполнить сервис у компании Microsoft, не получается, поэтому вот мы повышаем цену, люди будут отписываться, слава богу, этот сервис как-то будет существовать, все больше отписок, когда-нибудь он исчезнет нафиг, наверное. Люди будут покупать просто... Что люди будут покупать? Кто будет покупать этот самый Xbox для того, чтобы подписываться на мультиплеер? Большая загадка. Но у Microsoft теперь вот такое вот будущее. Они будут продавать Call of Duty на PlayStation и радоваться жизни, зарабатывать, как им кажется, миллиарды, потому что не просто так мы потратили 70 миллиардов долларов. Поэтому эта ставочка, конечно же, сыграет. Это самый крутой бренд, но они не учли, в чьих руках находится этот бренд. Руки эти Филли Спенсера, а это Мидас наоборот. Все, к чему он прикасается, превращается в овно, простите. Ему бы на натальную карту сходить, чтобы ему Олеся Иванченко погадала, но, к сожалению, он упускает эту возможность. И как бы вот это ощущение того, чтобы принять мир и принять землю. Вы проводник света и тьмы. Вы пришли сюда, чтобы объединить ту вселенную и эту. И на вас невероятная миссия. Так вот, дорогие друзья, у Филли Спенсера все плохо. Я не знаю, что будет с его карьерой дальше. Вероятно, придет Сара Бонд, которая, конечно же, будет всех спасать. Посмотрим, что у них в итоге получится. Но в это же самое время, в том же сегменте американской игровой индустрии, другой динозавр поднимает голову и начинает орать. Мы думали, что это какой-то бронтозавр, который может целыми днями только хавать, и все никак не нажрется. Но внезапно это оказался тиранозавр Рекс. Я говорю, конечно же, о компании Electronic Arts, которая в этом году имеет все шансы посрамить Call of Duty и выпустить Battlefield 6, конечно же, который захватит умы миллионов людей и, вероятно, станет новой Call of Duty. Почему я это утверждаю? Потому что во главе всего этого подразделения, которое руководит Battlefield, стал Винс Зампелло. Тот самый человек, который когда-то сделал Medal of Honor, который компания Electronic Arts погубила, и который когда-то сделал Call of Duty, который сейчас губит откровенно, не стесняясь, наш дорогой Филл Спенсер. А что поделать, ребят? Ну, времена такие вот. Это все Fortnite виноват. Надо Call of Duty превратить в Fortnite, тогда, наверное, на что-то получится. К сожалению, все это приведет к тому, что Call of Duty, скорее всего, загнется, а Винс Зампелло, человек, который не потерял заряд, и это он нам прекрасно демонстрирует. Рекламные ролики Battlefield 6, господи, особенно этот последний лайв-экшен, когда появляются 4 крутых пацана из эпохи Call of Duty в брониках. Актер такой-то выполняет роль такую-то. Вот этот. Ну чё, пацаны, погнали на... И тут прилетает ракета в клочья. Выходят нормальные мужики в форме и говорят, кто это был. Да плевать. Нормальные мужики и женщины в форме. Все-таки Battlefield 6, он немного про разнообразие. Если женщина играет в Battlefield, значит она тоже мужик, свой пацан. Я это продолжаю утверждать. Им можно, да. А лайф-экшн трейлер прикольный, где актера Зака Эфрона в частности разносит в клочья, а другие бойцы говорят, что это было, да и хрен бы с ним. Ну и да, компания Electronic Arts стала главным ньюсмейкером прошедшей недели. В частности, новость. Electronic Arts официально уходит с биржи. Консорциум инвесторов приобретает компанию за 55 миллиардов долларов. В то самое время, когда компания Electronic Arts мощно заявила о себе как о важном игроке, а то мы думали, ну, Симсы, ну, вот BioWare, что-то там, ну, футбол, Battlefield уже практически можно сливать. Она говорит, нет, Battlefield мы не сливаем, мы все делаем хорошо, у нас еще куча классных брендов, ребята, мы можем. Ну и в тот самый момент, когда они доказали публике, что они могут, они провели открытый бета-тест, людям очень понравилось. Они запустили Battlefield Labs и долго изучали отзывы инфлюенсеров для того, чтобы понять, какой Battlefield все-таки людям нужен. Вот, они его спокойно доводили, и в итоге у людей сейчас доверие к бренду Battlefield практически абсолютное. Даже я, человек, который говорит, не делайте никогда в жизни предзаказы,
можно. На Battlefield 6 можно, дорогие друзья. Прощаем. Ладно, потому что я сам побежал, сделал предзаказ самого дорогого издания, просто потому что хочу поддержать нашего пацана Винса Запеллу, который наконец-то спустя 15 лет, к сожалению, отомстит злобному гению Бобби Котику, который когда-то у него отобрал бренд Call of Duty. И который этот бренд вместе с Activision Blizzard и всеми ее потрохами продал Финки Спенсеру. То есть, понимаешь, Винс Зампелло-то отомстит, но уже не Бобби Котик. Но люди-то остались, вот эти вот предатели, которые не ушли за ним, из Infinity Ward не основали вот эту вот компанию Respawn Entertainment, которые не продолжили его путь. Они остались, они продолжили дальше. Они сделали Call of Duty раз, 2, 3, 4, 15 Call of Duty с тех пор уже успела выйти. Естественно, нужно отомстить им. И всем тем прихлебателям, которые пришли для того, чтобы подсасывать этот успех. Мы тоже делаем Call of Duty. Сколько сейчас компаний работает на Call of Duty? Огромное количество. Про Call of Duty Black Ops 7 мы еще поговорим, благо открытая бета доступна. Но тем не менее, дорогие друзья, новость действительно странная. Electronic Arts заявила о том, что она переходит в частные руки. Ее выкупает, как это называется? Консорциум. Троица инвесторов. Святая. Там немного не в этом направлении, потому что... Ну смотри, отец из Саудовской Аравии, инвестиционный фонд Саудовской Аравии, который возглавляет сам падишах император. Кроме этого, сын, а это, если что, зять Дональда Трампа, и Святой Дух, еще какая-то инвестиционная фирма. Про которую никто толком не знает ничего, поэтому она как бы как призрак маячит над этой сделкой. Да, компания Electronic Arts становится частной. Это означает, что ее акции больше не будут торговаться на бирже, и теперь какие-то решения будут приниматься уже без оглядки на инвесторов и без оглядки на ежеквартальные и ежегодные финансовые отчеты. То есть есть примеры в игровой индустрии частных компаний, хороший и одно время хороший, а потом и не очень. Хороший — это компания Valve, которая делает все, что хочет, потому что у нее все великолепно с деньгами, ей не надо ни перед кем отчитываться, и Габену не надо рассказывать инвесторам каждый квартал, что там модно, как они будут внедрять NFT, как они будут внедрять искусственный интеллект, или как они будут внедрять очередной анальный зонд, потому что теперь это модно. Нет, теперь эта компания Electronic Arts делать не надо, и ну есть еще не очень хороший пример частной компании, это Bethesda, одно время хорошая была, потом понадобились деньги, и она стала плохая, и в итоге продалась Microsoft. Но сейчас Electronic Arts как никогда стабильно. Здесь что очень важно. Electronic Arts чувствует себя великолепно. Нынешний ее руководитель, Эндрю, он же Андроид Вилсон, как эффективный менеджер сработал не просто великолепно, он сработал охренеть как великолепно. Он принял компанию в не самом хорошем состоянии после правления Джона Ричителла, да. Когда она показывала ежеквартальную убытки. Да, при Джоне Ричителло можно сказать, что Electronic Arts, там Dead Space, Mirror's Edge, Army of Two, что-то еще было, но все эти серии развивались неудачно и были заведены менеджментом Ричителла в тупик. А Эндрю Вилсон сказал: ребятки, у меня есть отличное решение, казик для детишек. Ну, точнее, режим FIFA Ultimate Team с этими вот карточками. Мы на этом сделаем бизнес. И да, они сделали бизнес. FIFA Ultimate Team приносит компании Electronic Arts миллиарды долларов ежегодно. Ну да, Electronic Arts превратилась в классического современного издателя. Она выпускает 1, 2, 3 игры в год. Sims 4 великолепно развивается. Недавно были слухи от информаторов о том, что Electronic Arts отказалась от создания Sims 5, потому что поняли, что столько контента, сколько есть в Sims 4, они никогда в жизни больше не сделают. Поэтому спокойно будут окучивать Sims 4, тем более конкурентов у Sims 4 нету. А Инзои? Где она? Вот именно. Инзои что-то попыталась, по-моему, даже в этом году. Про эту игру все уже забыли, но там в раннем доступе где-то варится. У Electronic Arts прекрасное, стабильное положение. Они иногда выдают имиджевый проект от Джозефа Фарреса, говорят: смотрите, мы издаем игру, которая потом на The Game Awards блистает, а ее создатель факи Оскару крутит. Вот, мы классные, мы рокеры, мы помним свои корни, да.
Поэтому Electronic Arts при андроиде Вилсоне чувствует себя прекрасно. Но почему вот у нас есть такая забавная теория, мы с Виталиком ее придумали, почему Electronic Arts все-таки задумалась о выкупе и решила отойти от биржи с этими отчетами, инвесторами, которые постоянно нервничают, которых надо как-то ублажать, и прийти к концепции частной конторки, когда уважаемые люди собираются в кабинете, говорят: ну что, так вот это вот мы так делаем, этих мы закрываем, это мы продолжаем, всем все нравится, пошли. Так вот, нам с Виталиком кажется, что это произошло не в последнюю очередь благодаря упомянутому выше Винсу Зампелли, который сейчас возглавляет франшизу Battlefield, ну и, собственно, отвечает, я думаю, что и своей головой, тем более с учетом новых хозяев, неважно, отвечает за успех Battlefield 6. Предыдущая часть серии Battlefield 2042, если вы забыли, вышла не так-то уж давно, в 2021 году, и провалилась с оглушительнейшим треском. И вот сейчас Винс Зампелло ведет Battlefield 6 к успеху. Если верить, кстати, аналитикам, там предзаказы Battlefield 6 в Стиме чуть ли не по 2 миллиона, уже там 1,7 миллиона, а то и больше будет к релизу. И за первую неделю продажи Battlefield 6, возможно, по мнению аналитиков, доберутся до отметки где-то в 5 миллионов копий. То есть Батла 6 уверенно идет к тому, чтобы стать одним из главных хитов 2025 года. И вот, когда случился Battlefield 2042, я